Всем привет! Начинаем стрим, день 5, и тут проблемы были с микрофоном. Прикольно, мне понравилось. Он там сам себе, короче, навредил. Тут приветствую, приветствую. Итак, ой, а что так громко-то? Ограничения где? Давай я вот так вот сделаю. Окей. Так, ну, во-первых, скачал эффекты, которые у нас были. Привет, привет! Привет. Сообщение идет. Привет. Ох, как долго сообщения приходят. А подожди, а он вообще приходит? Алло. А чё, и этот отвалился? Да, я твой дом труба там отключиться. Вот он есть, да? Я, кажется, понял, почему. Не, я не понял, почему. Свойства. Так вот и вот так вот. Окей. Здорово, здорово. Здорово. Здорово, здорово. Здорово, здорово. Так, ты думал, навыки прокачал так, что уже 4 минуты успеваешь то, что раньше требовалось 4 часа. Да, я что-то привет смотрю, а там это не дергается. И все поломалось. И тут вообще... Так, стримлер опять поломал все. Да, ну все уже починилось. Ну, я не знаю, тут еще может что-то появилось. Может еще что-то появилось. Вообще без понятия. Могло быть все что угодно. Все что угодно могло твориться. Ну так вот, короче, скачал я с FPS Magic Projectile всякие, которые просто летят. Там всякие штучки. Всякие штучки, дрючки, вот эти вот. Вот он такой вот летел. И походу громкость сообщений надо чуть тише. Все, чуть тише, сейчас сделаем чуть тише. Оп, настройки. Есть настройки, синтез речи. Тут можно дать общую громкость вам без звука. Вот синтез речи. 30%. Все. Было 40, стало 30. Смотрим, как будет. Так вот, короче, скачал эти штуки. Также там с гридом, в общем, как это все работает. Там, походу, все попроще. Все попроще, чем я думал. Там все попроще. Гораздо попроще. Надо будет, конечно, помудрить именно с доступным гридом. То, что доступно, и, допустим... Проверяем. Проверяем. Может, коты отвалились. Может, коты отвалили. Вы так кота и не вывели вчера. Одного. По-моему, одного. И это самое, может, еще что-то отвалилось, какие-то другие команды отвалились. Так. Значит. По поводу грида. У нас вот коты тут пришли. Этот был, по-моему. Так, где у нас? Я что-то делал? Нет, я тут что-то... Нет, я тут что-то делал. Да, я тут что-то делал. Вот тут, вот. Все, есть, нашел. А точно не слишком уж уменьшил себе звук? А то сравниваю со вчерашним, и будто прям намного тише. Себе именно. Ну вот, я вернул, как точно четко Ну, было. КТ поломано. КТ поломано? А что КТ поломано? КТ не поломано. Я Firebase подключаю в игру. Это типа система аналитики, можно туда данные отсылать, типа перс прошел первый квест, убил моба и так далее, и можно строить по всем юзерам воронки, как они играют. Firebase. Что-то первый раз слышу. Ну донаты будто раза в 2 громче стримлера, не? Донаты? Ну, может быть, и громче. Может быть, и громче. Чат другой озвучки прям громкий. Ну, у него свой там. Какие...
Тьфу, комменты. Комментов. Ну, давай я вас еще тише сделаю. Ну, что ж вы хотите быть тише? Нет, наоборот, хотите быть громче. Мы хотим быть тише. Сейчас всем тут по 70, даже 60. Так, вот. Ой, 16. Павел Рот. Так, дай 60, дай. Все. Голоса уменьшить. Ну я к тому, что тебя слышно намного тише, чем раньше. Блин, ну я могу добавить себе, но будет очень громко. Или вам не будет очень громко. Вы мне скажите, добавить. Я звук на компе почти на 100 поставил. Короче, мне добавить, дай себя. Я сейчас себе добавлю, вообще без вопросов. Микрофон. Так, оп, ничего не добавилось. Оп, ничего не добавилось. Дай мне добавить. Это вправо-влево его, это не добавить. Немножко. Добавляй. Добавляй. Да комменты раза в 4 громче, чем микрофон. Да я комменты уже тише сделал. Все, комменты не могут. Громче. Сейчас бы еще в свойствах. Не, подожди, свойства нельзя. А как это сделать? Фильтры. Степень сжатия, порог, этап по восстановлению входное. Они все равно громче тебя намного. Да как намного, если я вот смотрю по этой по шкале, они не такие уж и громкие. Давай еще вот эти вот все 50 сделаем. Вот все 50, а там еще 5%. Общее. Звук. Давай 15. Дальше что туда. Так нельзя, да? Ну ладно. Будет 10, все, 10 уже дальше нет, дальше 0. Тут как бы шаг 10 в десятку. Тут все, дальше некуда, все. Дальше тишина только будет. Все. Как себя добавить? Подожди. Может, фильтр тут есть какой-то типа ограничитель, усиление, вот есть усиление, давай попробуем. Давай 5 децибел, да. Не, давай 4. Давай 4, то 5 как-то. Ну, добавил, допустим. Громче стало, нет? Или вообще ничего не поменялось? Ну, раз. А я сейчас еще, я вшатаю еще 40. Ну, давай 17 закрыть. Раз. Не, 17 это что-то многовато. Давайте шестерок поставим. Все, я же поставил шестерик. Все, нормально стал? Или не очень? Или вообще отлично? Или не очень? А мы еще, знаете, что сделаем? Мы еще вот так сделаем. Вот так. Оп. Сейчас все отвалится. Будет приколюшка. Ну ладно. Норм. Норм. Вот сейчас норм стало. А мне вас тихо слышно, мне не нравится. Тихие. Я, знаете, что сделал? Я тогда и музыка будет тише для вас. Или музыка нормальная сейчас? По музыке вообще вас слышно? Вот это вот сюда вот. Оп, 4. Все, минус. Ну теперь комменты можно и чуть громче, а то оно сравнительно с тобой было очень громко. Вот я сделал их погромче. Только пусть еще Мах напишет, у него другая озвучка, и она все равно орала в ухо. Вот, Мах написал. Что скажете? Что с ушами? Меня громче, чем остальных слышно, да? Давай я Маха сейчас замучу. Он вообще не разговаривает. Думаю, что нам портит. Где этот Мах? Это Максим и все. Это голос Макс. Да его очень громко. Все, я его сделал еще тише. Все. Макса теперь тише. Все. Четко Макс именно тише. Все, короче. Все мы настроили, мы все молодцы. С гридом. Как тут вообще все устроено? Я, во-первых, свое написал тут в компоненте в билдере. Ну как свое? Строго по гайду, скажем так. Блюпринтов.
принтов, да. Но есть два вот таких вот метода уже встроенных. Это Vector Snapped to Grid. И я еще не смотрел, что там внутри, но он очень напоминает то, что я написал. Он принимает локацию. У него есть Grid Size, который он принимает, но который у нас здесь внутри задается. Вот здесь мы его задаем, мы его тянем. И возвращает он нам вектор, что и мы возвращаем. То есть это прям один в один. То, что вот как бы нам и подходит. Я бы хотел его посмотреть, но он мне не дает его посмотреть. Vector Snapped to Grid. То есть он мне его не дает в плюсах открыть. Не дает мне его в плюсах открыть, но я так понимаю, он к акторам относится. То есть мы можем, в принципе, короче, Vector Snapped to Grid. Vector Snapped. Vector Snapped to Grid. Давай. Как ты пишешь Snapped? Snapped с двумя P, понял. Snapped to Grid. Что, ничего не найдено. Давай просто Snapped. Vector Snapped. Хорошо, давай просто Snapped. Так ты же можешь двойным кликом по ноде перейти, не? Там же надо, по-моему, вот этот вот Integration Tool, чтобы перейти. Видишь, он мне сейчас тут менюшку выдает, что Reading C++ Привет, Symbols. проектируешь сетку? Привет. Ну, пытаюсь понять вообще, как это работает. Короче, вот такая. Snapped to. Давай, хорошо, давайте теперь сказать Snapped to. Snapped to. Хорошо, Snapped to есть. Давай еще раз. Snapped to Grid. У нас два есть таких вот. Вектор. Мы тут решили всандалить. Видели? Мы тут решили нижнее подчеркивание влепить. Поняли, да? Вообще кайф. Вот он, есть Grid Snap. То есть у вектора есть встроенный метод Grid Snap, который в себя принимает Grid Size, вот этот float. Grid Snap. То есть если мы создадим какой-то вектор тест, мы в тесте там вызовем snap, Grid Snap. Вот. Он принимает в себя double даже, а не float. Константно, да, не меняя по ссылке. А в чем смысл? Подожди, а зачем делать ссылку константную? Что? Подожди, я что-то запутал. Зачем делать константную ссылку дабла? Дабл, потому что больше весит, да, чем флот. Ну да, чуть-чуть сэкономили. Или нет? Ссылка 8, дабл больше, чем 8, правильно? И вот он, короче, вот сюда что-то принимает. Так, как это работает? Vector TF mass grid snap, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Короче, давайте тестить, смотреть, что он выдаст мне. Что оно делает? Типа сёйку какую-то строит вокруг вектора. Ну, типа того, там, вот что оно делает. Ну, по идее, я без понятия. Это то, что вот я написал. Строго по гайду. И то, что там, мне кажется, то же самое происходит. Вот. То есть у нас есть вот этот грид, который залетает. У нас есть вектор, который мы используем. Мы берем x и y, от него отнимаем деленный, ну почему-то здесь деленный на 2, там у вейдера, я не знаю, может там не деленный на 2. Деленный на 2, вот эти тоже его параметры отнимаем, потом от них отнимаем. Ну тут он добавил свой grid offset, гайдер тот, там нет grid offset этого. Это короче, пропускаем это не важно. Потом делим получившийся после отъема на, опять же, grid size. Потом преобразуем его в int. Короче, обрубаем остаток. Ну, то, что после запятой.
Потом обратно его флот, после чего умножаем на опять size вот этот. После чего size делим на 2 и приплюсовываем его. То есть, короче, возвращаем обратно его. Да? То отняли, то прибавили. Создаем вектор из этого. Ну и grid offset мы пропускаем и возвращаем. Вот. И по идее, он должен разбить наш мир на сетки таким образом. То есть он там посчитает. Ну, он не разбивает мир на сетки, это неправильно сказал. Сейчас начнется. Причем он нам выдаст локацию. И пока мы вот в этом кубике будем находиться, он условно будет эту и выдавать в этом кубике. То есть, если мы будем спавнить туда его, то он заспавнит именно четко посередине вот этого кубика, который мы туда засунули. А если мы чуть-чуть правее сдвинем, то он посередине другого кубика заспавнит. Вот. И таким образом сетка получается. Но это не точно. Потому что вот еще есть вот такая вот штука, но вот это я вообще ничего не понял, потому что локейшн почему-то флотом передается, и возврат тоже флота. Grid size 10, snap values. Ладно, читать надо, мы не любим читать. Давайте проверим. Вариант какой проверить? Я здесь хреначу уже на... Чтобы у нас тут все работало, я сделаю такую вот вещь. У нас все 0 выдает. Капец, это там прекрасно. сложно. Да. Сейчас будем разбираться. А почему 0? Почему 0? Значит 0. Что такое 0? А ну то есть он проверяет вектор, в какой он сетки типа. Того. Так. 0. То есть он сюда доходит, и вот этот почему-то 0 равен. Почему этот 0 равен? Get grid location. Grid... size 0. Давайте сделаем 100 ему size. Сетку, и что будет? Вот, видите, он меняет ровно по 100. То есть я вот мышкой двигаю, и он, когда проходит вот эти 100, ну это за счет того, что он там делает, видите? То есть он не сразу их меняет, а я чуть-чуть двигаю мышкой, и только потом он меняет эту локацию, и именно следующего куба дает нам. То есть вот этот код работает хорошо. А что касается вот этого кода, то есть, ну, давай как-то... Дурацкие блюпринты. У меня сейчас все сломается тут в голове. Ай-яй-яй. Я раньше это все делал. Он сразу пьюром идет. Print string. String. Сюда, сюда. Значит, location есть. И grid size сразу 100. Ну да, это буквально то же самое. То есть они написано свой этот идет. Вот вам и сетка. Все. Вся поделена на сетку. Я даже не буду рассказывать, что я думаю, так стыдно. Я там что-то меня напридумал все в голове, как это делать. Единственный вопрос тут. Надо будет следить за условно мобы, вот эти, по которым ходят. У них мы должны четко понимать, по какой Z-координате они ходят. То есть, чтобы вот это вот координат, допустим, от 0 до 1000 какой-нибудь, да, это было зарезервировано за мобами, то есть, условно. А все, что выше 1000, там, плюс 10, да, там, 1010, это уже сетка на нас работает, то есть, он сможет поставить туда башенку сандалить. Такая вот история. Ну, я думаю, вы понимаете, да, о чем идет речь. То есть у нас есть, вот мобы ходят. Вот мобы, допустим, ходят, да, и у нас есть вот такая вот штука, да, по этому, чуть выше, ну, вдоль их прохода. То есть мы на пути мобов-то не должны строить ничего, а вот тут мы должны что-то строить. И получается, если он ловит вот эту вот часть, которая... Можно чуть-чуть? Угу.
вот эту, которая нижняя, вот он получает 2900, а которая верхняя, он получает... Почему ты 2900 и там получаешь? Как это работает у тебя? Ее игнорит, что ли? А там 2800 получает. 2900. Ничего не понятно. Но тут зато понятно, когда мы в самый пол смотрим. Там вот он получает этот самый, как его, нулевку. Так ты можешь просто материал проверять, либо область выделить. Тогда можно настроить себе как надо, а не просто по высоте. Можно и материал, да. Да. Можно и... Да. Что? А как материал? Типа, ну ты получаешь материал, что под мышкой в этот момент, под курсором, да? И смотришь, тот ли это материал. Материал настроить. Вот, и как материал настроить, это не про меня. Я лучше с координатами буду это самое. Координаты, это оно. Материал это не... Это беда. Материал это беда. Вектор, грид. Ну и, соответственно, если башенка там... Ну, правда, нам-то надо как-то ограничивать ее, да? То есть стоит там счет, не стоит там счета. А как он будет ограничивать ее? Тот же самый метод, то есть каждый актор должен будет хранить в себе вот эти вот параметры. Поняли, да? И когда мы ставим что-то, мы вот эти параметры, ну, когда мы что-то пытаемся поставить, мы должны проверить, есть ли там что-то в этой штуке. Если там уже что-то есть, то все как бы. То есть найти вот эти параметры надо будет. Ну, вот этот вектор. Все же записали вектор. Полетел, все. Там что-то стоит. Все. А ну, у нас же, подожди, у нас же уже работает этот спаун. Мы сейчас попробуем поспаунить их. Мы тыкаем. Это что-то не хера подобного. Потому что спаун работает under курсор, а тут же Ты возвращается. можешь по физическому типу делить. Это используется для того, чтобы нужный звук шагов на разной поверхности воспроизводить. Сам материал там не важен. Кстати, да, есть там такая какая-то штучка. Я не помню, где она настраивается. Что-то там для звуков делается. Да-да-да. Типа металл, типа лужа, короче. Еще какая-то шляпа. Микрофон падает. Вы это видите? Вот тут у вас. Видел, смотри. Физикал материал. Падает. Так не падает. Надо подкрутить. Физикал материал. Разве это в материале эта фигня? Подожди. Это не в материале, по-моему, чуть ли не в акторе даже настраивается. Или не в акторе. Подожди, почему здесь актор? Почему здесь актор? Пусикал, а ну-ка, пусикал. 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 Физикс. В поиске напиши. Да, я уже написал пусикал. Я написал пусикал, чего? Блин, вам не видно еще. Давайте я себе скрою. Пусикал, вот это Physics Material Override. Это вот эта вот фигня, да? Это где что-то? Знаете, что самое интересное, я сейчас понял? Блин, наверное, вам не стоит этого говорить, как вы можете манипулировать кое-чем. Вы сейчас можете принудительно включить мне камеру. Интересно, вы догадаетесь, как именно это сделать или нет? Код.
А ну включится. А, нет. А, ёп, да. Вот это прикол. Прикол. Так. Ну, короче, я хз. Смотри, сразу поняли, какие прям молодцы. Короче, я ничего не понял, но хорошо, мы вот так вот будем делать. Без вопросов. Но координаты мне больше нравятся. Но хотя с координатами вообще непонятно. Непонятно. Все равно зона должна быть какая-то ограничение, правильно? Чтобы мы не поставили условно на территории Фрагасовую башню. Или там где-то, ну, в середине карты, то есть именно вдоль, условно, зону какую-нибудь отделить. 2 куба. Ну, то есть у нас есть куб, это для маленьких да, башенок. И 4 куба можно там какую небольшую башню построить. Grid size вот этот, если мы 200, это же 4 куба он будет занимать, правильно? Ну, типа он же работает по принципу 100 туда и 100 туда, да, он увеличит его. Ну, то есть у нас-то есть сейчас 100, условно, мы поставили там флот. Если мы еще 100 сделаем, это же он, получается, 100 его сюда добавил и 100 сюда, и получается, ну, типа... 101 кубик. 100 это равно 1 кубик. 1001 метр. А если 200? Квадратных метра в этом имеется в виду. Как? Просто он 100, понимаешь, в чем прикол? Там же он 100 по x и 100 по y выдает. То есть это вот, это у тебя есть раз и 2. А тут получается будет 200. То есть 2 сюда и 2 сюда. То есть 4 куба. Если ты 200 туда засунешь. Это 200 будет. Странная математика. А почему нет? Ну, у тебя, смотри, он у тебя по x и по y. Вот у тебя есть, я ничего, paint, что ли? Давайте классный paint открою, я сейчас так. Классный paint, вам понравится. Потому что там ничего есть. Ты без имени, все хорошо тут. О, ладно. Вот paint есть. Смотри. У нас есть вот да, типа квадрат. У тебя 100 здесь. Давай так, давай один здесь и один здесь, да? Вот он получается. Если у тебя будет 2, то есть у тебя добавляется еще здесь один. Блин, хреново написал, ну давай назад. Красиво получится. Вот тут один, да? У тебя, если здесь добавляется еще один, и здесь добавляется еще один, то вот у тебя получается уже 4 куба. Вот это у тебя тоже добавится, понимаешь? То есть у тебя уже 4 куба. 1, 1 и вот здесь 1. Понимаешь? 4 куба. 4 куба. Ну, потому что он X выдавал, и Y выдавал по сотне туда-сюда. Или я уже вообще? Или что происходит? Ну так, а что ты хочешь? Так я это и объясняю, что вот так вот именно оно. Ну, типа, мне это и надо. Типа, все правильно. Что ты хочешь? Я хочу понять, это так это или не так. Но оно так. И все. Начал размышлять, и ты говоришь, 100 это 1 кубик, 1 метр. Типа, ну, а 200 это 4 куба. Вот такая вот странная штука получается. То есть, где у тебя, когда ты вводишь 100,
у тебя получится 1 кубик. Но если это ты себе представил 1 кубик, для него нет понятия 1 кубик, это 2 кубика, у него типа он хуяк, херак типа и сделал все как надо. А если ты разбиваешь все в голове, условно, предполагаешь, что 100 это будет 1 кубик. 200 это уже не 1 кубик, это 4 кубика. Я вот к этому. Ну, в общем, все оказалось проще в плане того, что все, что нам нужно, это вызов метода из вектора. У него уже есть метод grid_snap, куда мы передаем просто размер этого куба. Какие-нибудь там 100 вот эти вот. Мы 100 передаем. Всего. И получаем вот эту локацию. Прям эту локацию. Хорошо. Что нам это дает? А мы можем сразу, не создавая вектор? Нам же надо знать, что это вектор. Пустого вектора-то вызывать. То есть мы вначале сюда записываем какой-нибудь, ну, наш маус-курсор, вот этот, underhit, который полетел. А давайте, кстати, это сейчас сделаем. Что мы это самое? Трендим и трендим. Давайте что делать. Правильно? Смотрите. У нас билдер вот этот. Мастер, main атрибут, main power. Он возвращает сюда hit result. Hit result возвращает сюда. Ну так вот в нем и есть spawn куб. Так, а в чем проблема? Билдер. Тут я закрыл билдера, да. Я вообще везде закрыл билдера. Прикольно. Ладно. То есть мы записываем вначале f-вектор. F-вектор. Ну, location, да, все верно. И потом мы из локейшена локатион equal локатион. Подожди. Сюда вот писать. Вообще давайте для начала просто, чтобы было красиво, f вектор локатион. Все равно сложно. Получается, ты типа сначала создаешь сетку и потом в ней, грубо говоря, спрашиваешь по координатам, а какая это ячейка. Если я правильно понимаю. Он, скорее всего, там не так делает. Он высчитывает от этих координат просто-напросто от стандартных. То есть, если у тебя там от 0 до вот этих 100, и туда, от 0 до 100, и вот это вот пошел, у тебя 1 кубик. Потом следующий 100 и 100, это второй кубик, ну если ты 100 ввел. И вот это вот все, у тебя все на сетку разбито, но это математика, он моментально это посчитает. И все. А по поводу какая-то ячейка, что значит какая-то ячейка? Он .grid snap. Ты молодец, да, 100 хочу. О, какая вот штучка. Сюда мы grid location сразу передаем. Хорошо, делаем так. Так, делаем так. Так. Поняли, да?
Все как-то проще оказалось. Подожди, я что за failed? Мне не нравится failed. А, ну да, failed, логично. Что failed? Но метод isGrid тебе же типа возвращает координаты ячейки в сетке, или я не так увидел? Он тебе просто координаты вот это, да, по ячейке возвращает, да. То есть он, когда ты в него передаешь эту штуку, я же говорю, он вот эти вот все параметры высчитал и понял, в какой из сетки он у тебя находится, этот. А как он там внутри работает, я не хочу. Ну, скорее всего, точно так же, как вот я показывал. Ну, то есть он-то то же самое сделал. Вот это вот, он принимает вот этот вектор, потом x, y его добавляет, что-то там меняет, что-то там это делает. Ну вот это вот. Вероятнее всего, там вот это вот происходит. Где оно? Да я тебя... Я сейчас как... больно. Вот это вот там происходит. То есть у тебя локация X. Давай по одной локации. Ты отнимаешь вначале вот этот входящий грид параметра 100, делишь его на 2, потом делишь на него же, получившийся результат делишь на вот эту сотню, потом преобразуешь ее в int, после чего преобразуешь ее во float для того, чтобы подсечь после запятой, умножаешь обратно на грид, вот этот, который на сотню умножаешь, плюс прибавляешь, опять же, грид, деленный на 2, и делаешь из этого вектор, и засовываешь. Ну, то есть, не очень понятно, зачем мы вначале это все отнимаем. Потом добавляем. У нас как-то чуть-чуть получается. Ну, то есть, мы буквально вначале делим, ну, то есть, отняли, поделили, умножили, добавили. Те же самые значения. О, как. Получили то, что надо, получили. Так, ну что. О, смотри, видишь, я клацаю, он там его спавнит. Я чуть правее делаю, и вот он четко по гриду его спавнит их. Грубо говоря, это то же самое, что и сделать раунд, когда меньше 0.5 вниз округляем, больше 0.5 вверх. Только тут не 0.5, а стой в две оси. Понял. И все как бы, все, сетка построена, я нас поздравляю. Ну, там друг на друга поставил, конечно. Все работает по сетке. Все, сетка готова. Оказывается, все было уже. Что делать? Представляете? Это магия. Ну, не надо еще, это надо как-то показать, куда она идет. То есть, что-нибудь там отобразить. То есть, какой-нибудь статик mesh, вот этот вот. Или его же просто он двигался. То есть, плацклик, он там установился. Проверки на то, есть ли там что-то или нет. Ну, то, короче, суть в том, что когда добавляешь вот эту вот фигню, вот эту локацию получаешь, то есть перед спавном тебе нужно еще проверить, есть ли у остальных акторов. Ну, буквально ты засовываешь, вызываешь метод из там, где хранятся вот эти вот все твои башенки. Тут материалом было бы удобнее всего. Можно притом деталью, которую показывать перед постройкой. Заклинание какое-то. Это неудобнее, не, это страх и ужас какой-то. Не надо всех брать. У нас же есть hit result under cursor вот этот. Мы можем получить... А что, мы не обязательно актора там получим? У меня то сложнее, мне нужно подсвечивать объект, на который наведен курсор, и вот там уже лучше использовать метод с лучом от камеры до позиции курсора в мировых координатах. Не, ну подсветка, да. Но тут-то вопрос не подсветки, тут именно расположение башенок вот этих. То есть, что? Взято-то. Ну, на самом деле, блин... Башенки, а как башенки просматривать? А никак башенки не просматривать не получится, потому что
Ну, hit under курсор, вот можно, да, подумать, что, типа, мол, он же актора возвращает, почему не проверить, что там актор есть? Но дело в том, что башенка может быть вот такая, а как бы сам этот быть больше. И мы можем на краюшек туда ткнуть его, и как бы он там не получит актора. А нам надо проверить, что есть ли в этом гриде именно актор. И поэтому вот эту локацию, то есть если он его заспавнил, нам нужно ее записать. И либо мы создаем структуру, в которой храним, ну, TRA вот этой структуры, в которой там вот эта локация хранится, грида его, хранится башенка, на что, в принципе, кстати, было бы правильно. Хранить указатель на башенку. Box Trace by Channel по размеру сетки. Задавать тот самый. Создать трейс вот этот. У тебя уже есть размер сетки и будет полученный в результате актер. Положение актера в мире расположения на сетке. На моменте клика просто Box Trace выкидывать. Да, можно. Можно заспавнить, да, вот у нас же есть вот эта соточка, ну, соточка, понятно, что она потом оттуда будет откуда-то прилетать. То есть у нас есть этот параметр. Подожди, с трейсом, да, тоже хорошая история. То есть споймали мы кого-то или не споймали. А по поводу... Делаешь просто всем башенкам коллизию бокс в размер клетки. Тебе же и так никак иначе физическими с ними не надо взаимодействовать. Тоже можно им добавить этот. Подождите, теперь, Тифалу, у тебя же есть размер сетки и будет полученный результат. В результате актер положение актера в мире равно расположению на сетке. Да. Типа не надо записывать, какая нафиг разница, типа, ну зачем лишнюю информацию, если можешь взять get actor location. Ты об этом имеешь в виду, что типа его и так положение будет равно сетке? Ты вот об этом, типа? Угу. Это да. Я просто к тому, чтобы проще его получать. Просто если нам перебирать его надо, мы же не будем постоянно get actor location вот этот вызывать. Это типа долго. А так мы сразу в векторах шлеп и забрали. Но если брать вот эти вот коллизии, то есть действительно с фертрейсом, но если добавлять именно постоянно бокс, вот этот трейс, он висит в памяти, его надо создавать, его надо удалять, он постоянно чего-то будет касаться, постоянно будет какие-то проверки делать. Мне это не нравится. А вот именно в момент клика его нарисовать вот здесь вот, то есть взять, заспаунить вот этот бокс, то есть нагрузка, чтобы была именно во время клика, а не постоянно. Значит, сколько весит сфера коллизия? Кто знает? Будем смотреть. Где я добавлял ее? Ваша. Тавермастер. Сфер компонент. 1500 байт. Ну ты сейчас думаешь, если башня будет размером больше размера сетки. Ну 4 вот эти вот. Но у нее будет этот самый. Но у нас же вот эта сотня, смотри, приходит. Я сейчас просто не до конца понял, почему. Вопрос. Ну, у нас залетело вот сюда не 100, а 4, 200 наши, да? То мы потом создаем вот эту вот как бы куб, вот этот размер 200 на 200, бокс компонент. И чего он коснулся? А он-то заспавнится именно в центре. Хотя в центре нам можно и 100 на 100 фигачить, нам не обязательно, но лучше, да. Если он нашел того товарища Тавера, то все как бы. Хотя нет, я то так нет. подумал, о таких играх ведь обычно текущая ячейка сетки, под которой курсор подсвечивается красным-зеленым, получается только по клику проверять, можно ли туда поставить башню, не вариант. Там можно активировать, ну там вообще активируют, да, вот эту вот фигню, что она подсвечивается. Но по клику тебе тоже надо проверку сделать. Потому что ты клик сделаешь, то, что она красным то подсвечивается, все равно тебе надо какой-то флаг поставить, который, ну, ты когда кликнешь, ничего не произошло, потому что тут толку от того, что она подсвечивается.
Игрок такой, не, ну подсвечивается красным, я ж не буду пробовать нажимать, правильно? Оно ж красным подсвечивается. Поэтому тебе надо все равно какой-то там флаг були удержать какой-нибудь. Я про то, что не нужно даже проверять, есть ли рядом, проверить только нет ли в том месте, куда кликаешь. Это при условии, что размер сетки и размер башни одинаковые. Да, ну так размер башни, он и содержит размер сетки. Понял? То есть суть в чем? У тебя разбиение идет на... Отстраивать карту под размер сетки, вот это вопрос. Потому что то, что мы 100 ввели, он же от центра в их координат. А если, то есть, получается, мы сдвинем чуть левее, чуть правее, сетка пойдет по одному месту. А чё все разные будут? Как разные? У одной 100, у другой 200 башня занимает. Ну, то есть большая башня, вот 4 ячейки занимает башня. А потом сделать, чтобы занимала, допустим... А как сделать, чтобы она не равна? Почему? Значит, почему? Значит, почему? Что она большая. И места больше надо. Что значит, почему? Вот так вот хочу. Ну, понятно, это хочу. Это куда хочу. Пока и одной хватит. Или почему съедет все? Короче, какую я проблему вижу? Вот у нас стоит наш уровень, все идеально. Мы его чуть-чуть так вот, оп. И у нас все пошло по месту одному. Что с этим делать будем? Почему разные размеры? Что значит, почему разные размеры? Потому что одна башня больше, другая меньше. Но вот одной башни, она должна занимать одну ячейку, другая башня должна занимать 4 ячейки. А потом, может быть, когда-нибудь сделать так, чтобы одна башня занимала 2 ячейки вдоль, там, одна поперек. Поэтому по-хорошему сетка должна рисоваться не от мировыз, а от начала сюрфейса твоего. Плюс если вдруг захочешь башню 2 на 2 и там уже по-другому. Я сейчас хочу башню 2 на 2 с вот этим, вот, оно все будет работать. Тут проблема в том, что, я же говорю, то есть мы строго строим по этим должны. Вот сейчас, если то, что сейчас работает. Ну да, тогда нужно тебе что-то выдумывать, и этим методом отделаться не получится. Если 2 на 2, то даже 1 на 1 оно не получится, потому что, я же говорю, вот так вот чпок, съезжает все, и все идет по одному месту. Ну, то есть у тебя вдоль-то ты настроил, чтобы у тебя вдоль там красиво вот это пошло. Ты строил вдоль башенки. Так вот карту, так, оп, на условно там 10 единиц вправо, и у тебя башенка уже все висит, либо в воздухе, либо уже не строится, потому что не выполняется вот это условие. Или оно криво как-то будет, косо, или не подойдет, или еще что. Подожди, а почему оно не подойдет? Подожди, а так а в чем проблема? Так оно все подойдет, оно все будет работать. О, все просто нужно добавить. Подожди, а все подойдет. Мы же по материалу смотрим. У нас же сетка, ну, она ничего не ограничивает, она все лишь расчертила вот это вот кубики. То есть, если мы сдвинули условно вправо, то у нас вот он, да, у нас все будет работать. Какая разница, сдвинули мы, не сдвинули. Если материалом, я сомневаюсь, что я до этого доберусь. У нас там вот эта линия, она-то отдельная выделена, то есть это дополнительная штука, правильно? И мы на ней именно строим. Какая разница, оно правее, левее, выше, ниже сделано. Ему плевать. Единственное, что это он вот эти вот мили вот эти вот штучки будет дрочить. И вот тут вот как раз таки, да, вот этот офсет, там по гайду он же как раз таки добавлен. Гайд там. Вы не поняли. Ну тот, который я блюпринт писал. А как его сюда добавить? Потому что там он внутри именно добавляет его. Причем после этого. Почему ты не переключаешься автоматически? Идем. Вот он, то есть здесь он его отнимает уже отделенного, а здесь добавляет к финальному. Поняли?
написать свой метод. Вот этот. Просто взять, скопировать. И не использовать тот, а использовать свой метод. Каком. И в него именно офсет вставить. И уже все работает. А его тоже подгонять надо будет. Здесь же буквально этот, условно, 50, вот эти 50. 20 подогнали его, нормально, ненормально, и все. То есть подвинули, подогнали. Под каждый этот его, правда, надо будет подгонять. Под каждую карту свой держать. Либо какой-то расчет сверху закинуть, который сам должен будет его считать. То есть брать эти какие-то материалы. Короче, что-то придумать такое. А как его внедрить в этот? А ну, давай у этого спросим. Что это такое? А не легче взять пивот поверхности и от него всегда считать сетку? И вот поверхности. Но это самому надо считать. А он тебя все равно там будет от этих считать. Или от чего он считает? Подожди, стой. Так, он создал тут метр, локейшн. Это самое, grid location, location какой-то. Можно, типа, просто у тебя скопирую, если нажму escape. Что произойдет? Он вставлю. Ой, какая красота произойдет. Так, что он тут понаписывал? Он example... А, он просто добавил offset? А, типа просто, да, вот так вот. Почему там вначале мы его отнимали, а потом добавляли? Че так просто? Че не понял? Че так просто все? Все равно менять придется, ладно. Ну я хотел потестить, чтобы сюда перезаходить, выносить его. Че? Ну что-то как-то пока сильно сильный секс какой-то. Вроде да. Все пока просто. Точно. Ладно. Хорошо, допустим, сетка у нас готова. Что я сейчас что делать? Башенки мы сделали, они спавнятся, они как бы, да, все есть. Они спавнятся, но нам надо все равно их хранить где-то. То есть они-то заспавнились. И нам нужно вот этот указатель, который получился сейчас, где-то сохранить.
все это нужно для потом взаимодействия с самим актором. То есть эти вот все приколы с всякими бафами, дебафами. Мы же можем, допустим, остановить башню у противника, да, или наоборот там ускорить свои. Нам надо обратиться именно к своим башням. То есть какая-нибудь такая структурка, где записан Овнар. Записан Овнар. Где записан Овнар. А где это делать? Опять падает, смотри. Game state. Наверно. Подожди. Или в самой компоненте мы это можем хранить? Или это плохо? Это плохо, потому что сам игрок хранит. Получается, сам игрок хранит все башни в себе. Плохо. Это должен сервак хранить. Сервак хранить. ППТ. Скажи, пожалуйста. Ну, допустим. Так, хороший вопрос. Это уже связь игроков и их владельческих акторов разберем по слоям. Где хранить указатели на башне? Есть несколько вариантов в зависимости от того, кому нужен доступ. В Player State. Подходит, если башни принадлежат конкретному игроку, а Player State реплицирует от сервера всем клиентам, включая самого владельца и остальные. Ты можешь хранить тиры и бла-бла, но у нас будет массив там. Фу, подожди, а зачем? Структура, которая хранится тира и башня. Если у нас этот Player State, так каждый игрок будет знать только про свои башни. В Game State подходит, если всем нужно знать обо всех башнях, например, для общей карты. Game State реплицирует всем клиентам. Там можно держать табы от Tower. В самих башнях. Молодец. Каждой башне можно хранить Player State of New Player State.
Не, но пробираться через все, кто управляет доступом. Спаун всегда делает сервер. Он решает, кто хозяин башни. В спауне ты передаешь овнер. Да? Я бы так не сказал, что я передаю овнера при спауне. Сервер кладет указатель либо в player state player towers, либо в game state all towers. Репликации. Если используешь TRA в game state или player state, не забудь you property replicated и get lifetime replication props. Что за get lifetime replication props? Это будет работать. Игрок нажал построить башню. Клиент вызывает сервер spawn tower. Да. Сервер спаунит Tower назначает владельца, owner player state, добавляет в player towers, башня реплицируется сама, если replicate true, massivity tower или lower towers, all towers точнее, реплицируются. Теперь и первый, и второй игрок могут видеть и взаимодействовать с башней. То есть овнера все равно нужно еще дать ему. Знаете, как мы можем проверить? Мы сейчас можем при спавне дать таверу этот самый овнера и поставить вот этот при наведении, чтобы триггерился и нам логи выводились. Типа true или false. И получается, мы ставим одним башенку и наводим ее, наводим курсор на нее нашим же актором и смотрим, что там получится. Там условно true нам напишет. А потом наведемся вторым игроком. Смотрим, что там написано будет. О как. Бла-бла-бла. А что за овнера он сюда говорит? Передаешь овнера. Фактор spawn params. Я его и не вводил, потому что он нафиг. Ну, в смысле, он стандартный. Фактор spawn params owner player controller. Дело в том, что тут нет никаких контроллеров. Нам нужен наш спавн. Здесь, так как мы все равно получаем его. Я бы его добавил, короче. Фильтр. Угу. Спавн парамс нужно создать да и задать через точку овнера и инстигатора. Спасибо. Класс. Так, этого отпустит, нет? Я надеюсь, не надо ничего подключать, так как тут освоение указателя. Вот, да. Сделает, да? Это он не знает, что это такое. Такое. Почему? Ну да, плеерка, я понял.
Ну ладно, подключим. Лучше овнером актора делать, а инстигатором контроллер. Какого актора? Памна, в смысле, имеешь в виду? Ну, ну, актора имеется в виду того, кто вот... Чего? Инстигатором контроллера. Почему лучше? Ага. Что пусть будет мейнпалм. А, тогда, ну, тогда все просто get owner. Подожди. Же owner, да? О. Не parent. Не помню, как. А ну, АВБП, как мы это делаем. Owner. Просто. Owner и все. Он не работает. Совсем другая история. Сюда парам передаем. Если контроллер передаешь, то можно контроллер getPavn. С этого разве getPavn идет? Мне вообще ничего не понятно. Нет такого, нет ни getPavn, ничего нет. Ничего нет. Просто если. Я не пойму, стою на асфальте, я в лыжи обутый. То ли лыжи не едут, то ли я не так делаю. Что происходит? Ну хорошо, PC не надо. Почему, кстати, не надо контроллер именно передавать волну? Я думал, main PC это player контроллер. PC это плеер контроллер, да, все правильно. Ну, ты же только что написал, что давай передавай этого Павна. Нету ни Павна, нету ни Овнера, ничего нету. А, Овнер есть. Починился. Все, парам equal get Ovner. Ну хорошо, это мы передали Овнера. И что нам это дает? Вот из player контроллера, который ты передавал в функцию, можно было через getPavn вытащить овнера. Ну да, зачем, если я могу сразу из компонента вытащить Овнера? А сам контроллер как инстигатор установить. Что такое инстигатор?
Где мне устанавливать и зачем? Мне непонятно, что он написал тут. КПТ. Спаун всегда делает сервер. Он решает, кто хозяин башни. Без вопросов. Понятно все. При спавне ты передаешь овнера. Передали. А вот тут интересно. Дальше сервер кладет указатель либо в player state player towers, либо в game state all towers. Ну, это он, наверное, имел в виду, что я должен положить его либо туда, либо туда. В смысле, он сам положит его туда. Хорошо, я положил этот. А у Тавера будет get owner, что ли? Нет? Да, у него тоже. Это нужно в дальнейшем, чтобы не протягивать информацию о овнере и его контроллере, получить их просто. Но для этого при спавне их нужно установить. Тяжело. Это нужно в дальнейшем, чтобы не протягивать информацию о овнере и его контроллере. Получить их просто. Контроллере. Вот, то есть get owner, написано get the owner of this actor used primary for network replication. То есть это вот оно как раз таки и есть. То есть мы установили его овнера, то есть этапчик где? Представляете? Хорошо, давайте протестим, как я сказал. Сейчас возьмет и вот будет при наведении, он там же что-то получает, правильно? Себя вот этот вот Virtual Void. Не помню, какой. А ну-ка, давай в БП зайдем, посмотрим. Native Mouse On, по-моему. Ладно, зайдем, посмотрим, не помню. Инстигатор установить. Я вообще так и не понял. Какие-то инстигаторы нужно в дальнейшем, чтобы не подтягивать информацию о онере. Кому протягивать? Его контроллере. Кому, куда не протягивать? Как его установить? Где башенка? Башенки. А вот МБ. Он актор клики, то есть у него нету... Найди ноду спавн актор, нажми на стрелку снизу над и там будет. Инстигатор устанавливается, когда спавнишь актора. Я так до сих пор не понял, зачем он мне. Стрелку. Нажал на стрелку. И ноду спаун актора. Стрелку. Ноду ты про блюпринты. Perform класс. Нажми на стрелку. Нажал. Инстигатор. Класс выбери. Выбери. Вот инстигатор есть. Spawn Object. Object Reference. Actor Object Reference. Responsible for damage and other gameplay events caused by this actor. Ладно, я ни хера не понял. Хорошо, то есть как бы
контроллер тоже привет, да, передает. И... Хорошо. Где он здесь? Или он спаун парам? Не, подожди, он не спаун парам был. И он спаун парамсах как раз таки есть. Где это не там? Здесь смотреть. Или он как раз таки вот здесь вот есть. А ну-ка, парам. Точка и на инстигейт. Да, есть. Ой. Ну да, это же актор, а не плавно. Я твою душу шатал. То есть все-таки надо, да, подключать его. Крайне красивая история, мне это не нравится. Ну ладно, я понял. Ты где-то в середине кода захотел получить контроллер актора, который создал актор, и чтобы не думать, где получить эту ссылку, ты делаешь JIT-инстигатор. В этом суть. Но это все зависит от логики и что ты установил в начале при спавне. Контроллер актора, создал актора, чтобы не... зачем мне его включать? В теории такое, да, может быть. Сейчас еще не приходит к нам такого. Но окей. Это единственный момент, чтобы, типа, просто записать его быстрее, получить. Хорошо, все. Не, я-то подключу вообще без проблем. Мне не жалко. Просто я не очень понял. Ну, я понял, чтобы можно было просто спокойно, быстро получить его, но нам все равно каст делать. С таким успехом я могу просто создать у этого актора, я получу его как бы в своем классе. Это сейчас я просто актора спавню. Так-то я получу в своем классе его. И я просто могу записать сразу своего, ну, указатель на свой класс контроллера и его доставать. Вообще кастовать не надо будет. А так кастовать надо будет. Ну, если ты хочешь что-то свое, ну, то есть ты же, если контроллер получить хочешь, ты же, наверное, что-то хочешь вытащить побольше, чем просто есть у контроллера какого-нибудь. Да тем более, я не знаю, что он принимает. Подожди, что это такое? Что ты хочешь? Что ты такое? Что такое? Ты вообще павн. А почему здесь контроллер к павну? Меня запутали. Я вам в павн контроллер передам. Вы меня обманываете? Вот чтобы внутренние переменные не создавать, их ты можешь получать из объекта, с которым работаешь. Это одно из применений. Вот так, чтобы доставать из вот этого вот. Ну смотри, вот у тебя в контроллере что-то есть. Какие-нибудь там поля и какие-нибудь методы, да, которые ты хочешь получить из вот этого актора. Через вот этот тебе, если доставать, тебе нужно кастануть на него и потом доставать их. А я говорю, ты просто поле создаешь своего класса. Ну, точнее, ты поле создаешь контроллера, который уже твой класс, как бы, да, есть. И в момент спавна ты его туда отправляешь. Ну, первым инициализирующим методом туда полетел. Все. Вот он уже там есть, и ты сразу к нему обращаешься. Все, забрал его. Все. Не надо тебе кастовать. У тебя все есть. Ну просто, что там кастовать, что там самому метод писать, чтобы инициализировать и поле открывать, ну, поле создавать. А там постоянно каст прописывать. И проверку делать потом. Ну, то есть там на стадии... Но есть разные способы решения проблем. Как ты говоришь, тоже можно. Типа того, но вот я не понимаю, вот мне вот он нужен только для того, чтобы в дальнейшем, если чё, я мог сразу обратиться к контроллеру, хотя вот тут он опавн. Каким чертом я из моего контроллера в паун превращусь, я вот не понял.
Он же его не преобразует. Это разные эти. У них там общего... Ну, короче, ты контроллер не можешь в паун превратить. У них общий только актор, но они расходятся там. Полетели. Разные штуки. То есть апкаст работает только вверх, не будет вот так работать. Ну, то есть если у тебя вот здесь вот паун пошел, тут контроллер, то контроллер-то вот так только апкаст делает и все, и пошел там туда. А вот так он не сделает. Вот вы мне это поясните, что значит апаун? Написано a pawn that is responsible for damage done by the spawned actor. Responsible это же типа ответственный. То есть это пешка ответственная за дамаг, нанесенный спавнящим актером. Чего? Вообще система авнеров и инстигаторов нужна и чаще всего используется в стандартной системе нанесения урона Take Damage. Ага. Короче, мне это нахер не надо. Возможно, я ошибаюсь с инстигатором. Короче, это нахер не надо, и контроллер я вообще не понимаю зачем. Вы меня запутали. Лучше перепроверить. Меня запутали. Инстигейтор написано там вообще с дэмэджем что-то связано, и принимает он в себя павна, а не контроллера, короче. А если и даже если что-то другое, то я все равно не вижу смысла мне от этого вообще. Типа получить контроллер, я на спавне создам свой класс, но это здесь актор он принимает, да, там какой-нибудь projectile, да, вот этот условно. У нас есть он уже, сюда засунули, мы его получили, мы его приветствуем. С днем черепичной крыши. Тебя с днем черепичной крыши. Записали, туда отправили его, если что, мы получаем спокойно, вообще вытаскиваем. То есть... Да, делай как сам видишь, а вот когда будет нужно, тогда уже будешь переделывать. Ну, типа того. Но я вообще, ну, как это, я... Спасибо. Какой молодец, шея, смотри. Прикольно. Короче, я понял все. Контроллер всегда управляет конкретным павном. Павн — это, грубо говоря, актор, закрепленный за игроком. Таким образом, есть всегда связь павн-контроллер. Но это не всегда выгодно. Короче, пора мы передали. Там какой-то дэмэдж у этих всяких инстигиторов и прочих. Я уже забыл нафиг, что мы делали. Я хотел при наведении, чтобы было, вот. Но дело в том, что у него нет метода при наведении. У него есть метод только при клике. Товарищ Актер, он стример, кликет. а что с оком в ТикТоке? А его нет. А его нет. Его нет. Нету. Нету. Пуф. И нету. Button preset. В общем, авнера пока установи. Если понадобится что, то еще потом добавишь. Типа того, да. Подожди, а чё, а я разбить хочу. А чего нету? Так ты уже спрашивал, я уже отвечал. Чё, даже брейк не... А, это не... Не, подожди, ну это структура, ну... Разбей мне ее. Set member. Что, она пустая, что ли? Есть ивент при наведении мыши. Да нет Фокус ивента, Джокера, он испарился. Ну как, чего нету? Ну, шляпа там полная, ничего не идет. Плюс, ну, я сейчас таких коротких ничего не делаю, что у меня стримы. У меня запись стримов опять выпускать на 100 просмотров за месяц, ну, что-то как-то. А я уже забыл чего. Подожди, где на наведении? Нет на наведении, что вы меня обманываете? Я знаю, на виджетах есть, а на акторов нету. Есть он кликет, вот. У бокс, капсуле, сфера точно есть. Капсулы. Что статик мыши есть. Компонент. Touch begin, он кликет. А, вот begin cursor over и end cursor over есть у статик мыша.
То есть у него мы можем. Touch компонент. Что значит touch компонент? Что значит? Ну, себя что ли? Begin курсор over же ивент был. И begin курсор over. Begin input touch. Я больше другого не вижу. Это у Static Mesh ты имеешь в виду, да? Ну, Static Mesh есть, да, но я это у актора искал. Что это такое? Что он вернет? Что это? Touch компонент. Надо как-то получить того, В кто самом это. верху списка. Актор, begin. Задержка секунд 10. Я в прошлое говорю. Он вообще ничего не возвращает. Что толку мне от этого? То, что он... Мне надо, чтобы возвращал того, кто это навел. Брейк сделай и увидишь. Брейк тач. Как я тебе брейк указателя сделаю? Что значит брейк сделай, говоришь? Как я тебе брейк указателя сделаю? Же компоненту какой-то возвращает. Ну ладно, наведение это фиг с ним. Не, наведение меня не интересует. Интересовало, но уже не интересует. Я хочу клик. Клик. Где клик? Он кликит. Вот этот хочу. А он button press только возвращает. А нафиг мне button press? Мне нужен обнар. Еще непонятно, какие данные он здесь содержит. Он ничего не разбивает. Вообще непонятно. Так ты ничего себе не принимаешь. Там только одна кнопка, что ли? Чего он мне не разбивает ее? Нету split struct pin, понимаешь? Хорошо, на этот, если клик. Он кликит. Ну вот это уже интереснее. Так, это уже интереснее. Нам все равно на Static Mesh нажимать. А может и не на Static Mesh. Может сам бокс делать. Подожди, а наверное, все-таки нам надо будет вот этот бокс делать. Слушайте, нам надо вот этот бокс будет делать, который этот бокс, короче. Так Авнира ты устанавливаешь при спавне. Выбери любой ивент и возьми Авнира и вернет то, что ты установил при спавне. Ты не понял. Овнер у тебя первый, но касается второй. Как он поймет вот этот актор, что его овнеры не равны? То есть другой овнер его коснулся. Если при таче у тебя здесь нету, или ты отсюда овнера, get овнер, имеешь в виду. Так, ну у него есть овнер, да. Ну, вот это тач компонент, это типа компонент, которого он коснулся. Ну, то есть, типа вот Static Mesh он ничего. Или это тот компонент, который коснулся? Мышка, что ли? Так буду слушать одним ухом, а сам своим проектом заниматься. Давай. Что непонятно? Что непонятно, очень интересно. А ну, а если мы добавим бокс. Бокс collision хочу. Допустим. Бокс collision такой вот классный. Классный. Хочу бокс collision. У тебя этот ивент всегда локальный. Сравниваешь current контроллера с Авнером. Current контроллер с овнером. Я, наверное, Старый, ну выпал чё из ты? контекста. Можешь объяснить, что и как Блядь, ты а? хочешь сделать? Блюпринты. Что такое случилось с Да, тобою? Поздравляю. А чё ты меня поздравляешь? Ты можешь охладить свое трахание. Блюпринты тут не имеют ничего этого самого. К тому, что мы делаем. Короче, я понял, к чему ты идешь. Да, блюпринты. Brother, what's that?
понятия вообще. What's that, brother? Так. Я хочу боксы посмотреть, что у него тут есть. Компания, он клики. Это хорошая база для Наверное. Ну, хорошее начало, да. Но тут удобно, допустим, посмотреть ивенты, вот, которые есть. Этим сейчас занимаемся. Ну, типа, он то же самое возвращает. Я не понимаю, вот это вот, что это такое? Это он себя, типа, возвращает, что ли? Тачит компонент, ну, типа, компонент, которого коснулись. Ничего себе, сам бокс вернет, что ли? Только выше, ну, по этому, типа, классу. Что это такое? А смысл? Поэтому я тебе и говорил, что пробуй на, потом можешь сделать нас. Разумно плюс 1. Быстрее разберешься, как и что работает. Я тебе уже миллион раз говорил, что суть не быстрее. Чисто компонент. Короче, так будет тот самый, все. Надо бокс добавить. По поводу бокса. Вот это сфера, дэмэдж сфера какая-то такая будет, или триггер сфера, короче, это которая именно дамажит. А вот бокс компонент, который мы поставим, это наш сеточный компонент будет. Вот как раз таки по нему мы будем, ну он, короче, нужен будет нам факту, потому что на него мы будем триггериться, так как башенки-то могут быть все разные, а нам надо, чтобы мы именно нажали условно на вот эту сетку, где она находится, даже если мы там промазали по вот этой башенке, то нам открылась менюшка, ну, там апгрейды всякие, вот это вот все, удаление башенки. Это вот вся фигня пооткрывалась. Короче, надо идти в Тавермастера, ему вот эту вот сферу компоненты переименовать немножко. Типа как ее назвать? Отвечает за то, что вот приблизились, и все, и пиздец. И понеслась. Дамажить. Она отвечает за тех, кто в таргете у башни, и тех, кто не в таргете у башни. То есть до кого она достает, до кого не достает. То есть коснулись, зашли в сферу условно в таргете и вышли из сферы. Тавер радиус. Пофиг, у меня просто название было. Радиус компонент какой-нибудь другой, и все. Ой, молодец. Уйди. Вот так, сюда. Да. 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 Есть контакт. С компонент. Все. И. А это у нас сам. Можно и бокс компонент, в принципе. Это какая разница? Есть такая история. Угу. Угу. Так, мы создали его, и на него мы навесим вот этот event add on click it on чего?
Ну, по факту это актор клик, то есть... по факту так он будет. Парам, пам-парам-парам-пам-пам. Ключка. Так, ну ему не нравится, ну мало ли что, мне нравится, потом понравится. Ему не нравится, потому что там неправильный этот входящий параметр. Здрасте. А Там сигнатуру делегата не будешь копировать. я не буду копировать, я без нее буду. О, мощная задержка, конечно. Мощная. Так. А ты уже... Так, есть контакт. Все, он кликет, понеслась. То есть я сюда хочу проверить вот этот touched компонент. Что такое touched компонент? Я до сих пор не понимаю, что он вернет здесь. Он что, вернет сам себя? Нафиг он мне возвращает сам себя условно, если он сам себя возвращает. Что это такое? С другой стороны... Капец, давно не заходил, а ты усичи отрастил клевые, здорово. Здорово, да. Так, а ну-ка, я вот это вот поменяю, я не могу. Плохо. Наш метод. А если два компонента будет, как понять, на какой нажали? Ты ведь Будешь и разные дальше штуки отращивать и закручивать привязываешь. вверх. Ведь, ну, дальше-то буду бороду дальше отращивать. Он просто бороду в усы конвертировал. Да, конвертация произошла. О, пошел процесс. Старый, ну чё ты? Бля. Что такое случилось с тобой? Ну! Да, буду, короче, дальше крестить. Пусть растут, пока растут. За что? По поводу этого, на какой компонент нажали, ну, ты не вешай. Скачок компонент носитель, нужно ребята. достануть к классу, который тебе нужен, к своему актору, если нужно вызвать что-то из персонажа. Моему актору, если нужно вызвать кредит. Я ничего не понял. Этот touched компонент вернет компонент чего? Актора, который кликнул? Сука, вот этот тайминг старый, ну чё ты, и тут гигантский мужик танцует в костюме горничной. Да. Там еще есть другие команды. Можно зайти, посмотреть. Там разные. Там столько команд разных. Можно меня превратить в кота. Так. На время. Ну, заменить, ладно, не превратить, а заменить меня котом. Который клилку. Который кликнул, да? Который кликнул. А коты разные, там 10 котов. Броукан. Старый, ну чё ты? Блядь, а? Ахахахахаха. Что такое случилось с тобой? Ну! Так, который кликнул. Все.
А по поводу вот этого, что как ты будешь на какой нажали, так не вешай, а не те же методы, типа на все подряд. Все, и будет счастье. Что значит button pressed? А какой можно нажать pressed? Йо? Типа навели, нажали йо? Ну, я понимаю, лево, право. Все. А, колючка. Ладно. Сложно, очень сложно, ничего не понятно, но очень интересно. Если кликнули, то есть мы можем взять наш get owner. Мне сказали, что вот так можно сделать, да? Компонент get owner. Это чтобы проверить, какой кнопкой нажали. У мыши же 3 кнопки. Понял, ну вот, я же говорю, 3 кнопки получается. У меня 5 кнопок. 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Так, ну не будем хвастаться. Не, я вам не покажу, она грязная, не буду вам ее показывать. Flynn 4 фан тебе сложнее. Блин, я хз, что там Дендеракл говорит, что ему OpenGL не зашел. А вот вулкан типа проще, хотя на вулкане надо самому управлять всем конвейером, шейдерами и буферами. Ой, я не знаю, что Дендеракл. Вот так вот, ему он вулканом прям манит, он там, вулкан такой классный, вулкан то умеет, вулкан все умеет, короче, вулкан Выкини это клаву вулкан. с такой мышью. Клаву с такой мышью, а почему здесь клава с такой мышью? Что-то клава с такой мышью, ничего не... Это о том, что у меня много кнопок, типа, мол, и типа как клава. Это очень удобная штука. В игрульки играть очень удобно. Помощнички всякие, знаешь, там. Так, а что я сейчас тестить должен? А, true false. Что это за миш с 18 кнопками? 18 кнопок. Это был сарказм. Это не был сарказм, это самое. Ну как, у тебя 12 кнопок боковые под большой палец вот так вот делать. Потом 2 стандартные, 2 для ускорения, колесико, тройное нажатие и все. Вот получается 18. Ну, вот 12, 14 это ускорение, 2 это этот 16, колесико и тройное 18. Все. Тройной этим я вообще почти ни разу не пользовался ускорениями. Они один раз устанавливаются и все, колесико. Я не знаю, кто-то пользуется нажатием колесика? Что происходит при нажатии колесика? Ну, а вот эти боковые, это прям... Ну, они аналоговые, типа, они цифры вводят, вот. Все так вот берешь, так раз, два, три, четыре, вот так вот, 6, 6, 6, там, 7, 8 какие-то. А, еще и плюсики, минусики. Ну, потому что дальше идет 12 этих. И все. Удобно. Бац, вот так вот, куда не смотришь, 1, 2, 3, там, 5, 6, 8, 7, 9, 0, 0, 1, 2. Все чудненько. Слепую большим пальчиком, так быстренько. Можно вкладки закрывать колесиком. А, ну да, точно, кстати, она же закрывает эти штуки. Ну да, этим пользуюсь. Подожди. А, мы ж бокс ставил. У нас там маленький. Можем создать. Если он вообще создался.
А, ну да, маленький, а мы сюда тыкаем его. А ну, бокс компонент. А ну, давай 100 на 100. Наверное, знаете что? Этот бокс, наверное, должен быть статик mesh, как думаете, или нет? Просто он как-то вниз идет. Или по этой координате мы его в 2 раза должны будем больше делать. Какая нам разница? Координата у нас вообще не этот. Вот это вот зависит от размера сетки. Это вот x2 от размера сетки. Ну, нормально подходит. Хорошо, создали, и чё? Клик-клик, ничего не происходит. Кстати, надо принстинить, это вырубить. Клик-клик и пошел нахер. Клик-клик. Клик-клик не работает. Всё, сюда даже не заходит. Дела. Плевать. Условия закомментируй. Он сюда даже не тыкает, что значит условия закомментирую. А сюда даже брейкпоинт не заходит, что значит закомментирую. Тут условия либо true, либо false. Типа, мол, у тебя в любом случае что-то получается. Что значит условия? Он не триггерит. Актор он клик. А, точнее, он кликит, он сюда, вот это вот не происходит. Причем вот это вот происходит. Так, он спавнит его постоянно. А, ну, давай сделаем вот это, чтобы меньше было. Надо галочку включить. Галочка. В контроллере. Да, там. Сейчас. Сейчас, подожди, я, говорит, вспоминаю. Есть там, да, какая-то такая штука, что-то, маус. Что-то есть, шоу. TF4 Large Generate Overlap Event Вот. коллизии. И enable click events. Вот это вот, прошу. Это вот штука. Enable mouse over events, кстати, то же самое. И touch events. Не. Что значит не, если да? Click events, вот. Enable click events. Значит не. Или ты человеку отвечал? Я не тебе. А, все. Ну, ни хера не работает. Галочку-то мы включили. Но ничего не работает. Enable click events. Тысяча. Ой, 1000. Ну, почти 1000, да. Click keys event. Enable click event. Во-первых, я хочу вот здесь его включить. Что? Где мой PC? Мой PC. Почему ты без контроллера? Ну ладно. О, без этого идешь.
А у контроллера нет разве инструктора? Ту-ту-ру, приветствую. Чё как оно? Ну, чат разочаровывает. Кота до сих пор последнего не выбили. Один кот остался. Вроде. Так они его не выбили. Поможешь им? Чату поможешь? Может, выбьешь? Ладно, не получилось. Этот уже был. Видишь, он недовольный. Он недоволен очень сильно тем, что вы не справляетесь. Не помогу. Вот видишь. А какой там шанс? Одинаковые, равные. 10 котов, ну, получается 10% на кота. Я что жду? Я все забыл. Блин, оно не переключает меня. Я что-то это самое. Не работает. Это успех? Успех. Кажется, это успех. Коллизию проверь, она блочит визибл. Ищу тебе что-то надо. Коллизия. Но она оверлапит ее. То есть, соответственно, она визибилити должна пустить мимо себя, но она стригерится. Подожди, generate... generate overlap events есть. Блок сделай. Делаем. Это не это. По-моему, там есть еще одна фигня. У него тоже нужна вот этот Simulate Generate Hit Event. Вот этот парашу, по-моему, надо ставить. Если мне не изменяет память. Breakpoint сработал. Давай сейчас проверим, кто был прав. Я и ты. Ну, в плане этого. Не будем смотреть, что там получилось. Результат этого всего. Но, по-моему, именно надо вот эту штуку сделать. Так, что такое? Что нас съезжает постоянно? Вот эту вот штуку надо ставить. Блок. Кажется, блок. Ну да, видишь, он ничего не пишет. Если мы блок ставим, то все он пишет. Вот так вот делается. Оп. Фу, блин, наоборот. Ну, короче. Всё. Оп, видишь, ничего не работает. То есть работает в паре, да? Ну ладно. Все работает в паре, окей. Оно никак не работает. Почему оно никак не работает? Подожди, а что за бред? В смысле? Ну вот, хорошо, ты выбил его. Ну, debug message false. Напиши мне false. Почему ты мне не пишешь false? Мне не пишет false. Ни в логах, нигде. Ну, во-первых, он сюда его должен был вывести. А его нет и не в логах, и вообще ничего нет. Но он выбил false, то есть это не его актор. А вот если тут нажмем, тоже false. То есть ничего неправильно. Тампер, ТМ. Да, он вернул, короче, себя тупо. Он возвращает себя, это прекрасно, я считаю. Прекрасно, он вернул себя. Короче, это, наверное, работает, если у тебя есть пачка вот этих вот, и ты извне какой-то метод привязываешь к ним, и они возвращают тебя, короче, он себя Все возвращает. неправильно, начинай по новой. Да. Так а что толку? Мне это ничего не дает, вот этот тач тогда. Мне это надо получить того, кто это нажал.
А как я пойму, кто это нажал, если, ну, сам метод ничего не возвращает? Буквально мне надо писать свое, потому что вот эти не подходят. То есть буквально писать сам метод, который при клике у тебя вот эта вот параша стреляет. То есть вот этот бокс появляется, и он получает вот этого Старый, ну актора. чё ты? Тебе Макс писал, подумай в эту сторону. Блядь, а? Всегда Что локально такое ставим случилось с тобой, скорее Ю? Овнером. Я же писал, у тебя контроллер есть локальный. Чё, и не пойму, что значит локальный контроллер? Где он? Кто он? Есть у меня локальный контроллер, хорошо. Ну вот, что мне здесь, вот как? Если у нас вот этот актор, к нему уже овнер, это его, то есть он получит того, кому он принадлежит. Этот. Но он-то не знает, кто с ним повзаимодействовал. То есть кто с ним повзаимодействовал, как он поймет. Взаимодействует локальный. А ты сравниваешь. Я, кажется, начал догонять. Подожди. Я, кажется, начал Что догонять. ты хочешь сделать? Тише. Я хочу. Я хочу, много чего я хочу. Подожди, get. Через AGM и PlayStatic, Jot Verse Local Controller. А так он типа не умеет. Local. Контроллер. Хорошо, ладно. То есть мы можем сделать через это, да? Чё? А, get first. Не обманывайте, нет. Либо оно мне ничего не подсказывает, опять тупик, либо вы меня обманываете. Я такое получал, было дело, я такую фигню уже получал. Подожди, get first. А где я это получал? Здесь получал. Local контроллер, нет, это не то. Get first В виджете. в виджете. Тут что ли? Где он? В том двигающемся, да, виджете? Я тут миллион виджетов. Не, подожди, виджеты вот они. Move виджет, мастер move виджет. Либо я где-то ошибся в написании, но там есть Git First Local Controller. Есть. Я это тоже помню, что такое мы делали. Get first. Туда еще World и 0 передаешь. Да. Давай заново напишем. You gain play statics. Get Player Controller. Угами Play Statics. Get Player Controller Get World 0. Get player controller, да, из first, вот он есть. Чё? Get world и 0. Akismet System Library.
Да, вот мы получили из этого. Там был еще где-то first. А как-то first контроллер получали. Из Kismet System Library, you Kismet System Library, get first. Нет такого. Get flags есть first. Не, нет такого. Get controller. Нет такого. Это и есть он. У каждого локально на 0 индексе его контроллер. А Get First, по-моему, вообще этот, как его, это блюпринтовая какая-то тема, нет? Или мы вызывали? Я не помню как. Хорошо, мы вот это получили. И что мы get, что мы делаем? Get owner, что ли? Или get controlled? Подожди, что мы получим здесь? Какого именно актора? А player контроллер. Фу, актора. А player контроллер. Player контроллер мы получаем. Хорошо. И чё? И что мы с ним должны сделать? Или мы... Ну, овнера мы ничего не сделаем, потому что это актор. А что тебе надо? Во мне Мне надо их редовер у тебя сравнить. кто? Get owner. А, get owner. Там два способа есть. Один из них как раз, что Алекс написал. Овнер тавер у меня игрок, который заспавнил этого тавера. А у контроллера будет тот, кто его потискал. Правильно? Ну, в данном случае. Макс точнее. Что мне не нравится? Ура! Точка запятая мне нравится. Скобочка. Хорошо, допустим, предположим, чисто теоретически. У контроллера нужно вытащить пон тогда. Зачем пауну из него вытаскивать? Овнера вытащили и все. Подожди. Или что такое овнер для этого, для контроллера? Кто такой овнер? Кто овнер у контроллера? Разве не будет и пауну? Просто это в разных этих оно возвращает ее, нет? Оуна контроллера это player state. Должен Что он быть. ещё пишет? Пишет, нам вот ничего не пишет, он не пишет нам в экран, все, он не пишет, логи не пишутся логи не работают. Почему логи не работают? Ну, хорошо, getPound пусть будет, это не то, что особо там getPound. Значит, будем так. Пиши, сделаешь. Если у тебя не пишет логи, значит функция не вызывается. У контроллера нужно getPound делать или nullpointer. Я уже сделали getPound. И вот та функция, которая не вызывается, случайно вызывается. Чем мы идем? Мы идем на true, то есть все правильно, все сработало. Хорошо. Это этот его нажал, а второй можно мне? Да я твою душу любил. А, теперь второй. А ну давай. Ну подожди. Вот. Вот теперь работает то, что надо. Вот оно, вот это оно. Вот это оно. То есть, вот таким вот образом мы через getOwner берем... Сообщение на экране было. Какое сообщение на экране было? На экране было сообщение только что? Оно все-таки работает? True. Оно заработало. А что тогда оно в логе вылетало и не работало? Как это так работает? True. А что тут толку от того, что он true пишет? Он false должен писать.
Мне кажется, я там их уже наспавнил, просто немерено. True. Сам на себя попадает. То есть он false не пишет, хотя вылетает в false, поняли? То есть он здесь, то он вылетает в false. Друзья, смотри. Запускаем еще раз. Мы поставили штучку. Нажали на нее. Что мы получили здесь? False получили. Continue. False ничего не написал он. Если мы нажали сюда, Пишет только на сервере. нажали вот сюда и нажали здесь, вот это так нажал на него. Тоже false, то есть все работает, то есть то, что нам надо, вот это вот вся фигня. Шкепики перемудрили с этим, тут вообще, тут, У тебя в том же месте еще и спавнится Эктор. да. Как я понял. Клик работает ровно так, как она написана, да. Инициатор. Всё, то есть таким вот образом мы получаем наш, наша информация о том, кто именно кликнул. То есть мы кликнули. Окей. Окей. Сетка есть. Этот есть. Кто кликнул. Просто нам-то надо, чтобы если это кликнули мы, то есть у нас вот этот труп происходит, то как бы что-то должно происходить. Ну там, нюшка открыться, вот эта вся фигня. Если нет, то как бы до свидания, return. Return. Давайте сделаем перерыв. Что скажете? Перерыв. Да, перерыв 5-10, максимум 15 минут. Продолжаем. Продолжаем мучиться. Хорошо, мы это получили. Знаете, что я хочу теперь сделать? У нас-то клик вот этот происходит. То есть стройка, все дела. И по факту после этого клика... Так. Это не клик, а вот тот клик сработает только если это клик. Короче, давайте проверим, чтобы он больше не спавнил эти. Напишем логику, чтобы он больше не спавнил нам... короче, он ничего не спавнил нам. Факторов при клике. АС вот этот. Что у нас здесь происходит? Он шлеп и заспавнил нам актора. А, я так и, кстати, не записал его никуда. У нас есть player state. У нас есть player state. А как нам его получить, этого player state? Вот you game. Без него. Нет. Кстати, вот это же нам не надо. X, kiss, kiss. Что я сейчас хотел? Player. Get player state. Отлично, замечательно. Что ты хочешь? World context, player state index.
Или как? А mine PSPS get player controller 0 get player state. А, можно из контроллера именно вытащить его. Так вот. Чего? Get player controller. Это как-то get player controller. Это через этот же мы получили get player controller. Даже нету здесь get player controller. Вот поэтому я такой, чтобы его передавать, потому что мы его получаем все равно, поэтому и сразу доставать, чтобы эти вот все штучки-дрючки делать. Я знаете, что сделаю? Я, наверное, его просто запишу сюда, вот в этот компонент, чтобы она как раз-таки о нем знала все. Не морочить себе дальше голову. Старый, ну чё ты? Блядь, а? Кисмет, Что такое случилось с тобой? Причем здесь кисмет? Плеер. Ты прям начинаешь изучать ООО. Начинаю только изучать его. И контроллер, то есть PC, и этот вот C и PC, короче, нам надо. Новичок еще только начал, только сколько, 5-й день только. Начало. Начальный путь. А, main. Есть. Я ничего записывать не буду. Просто делаем. Получите. Get player state. Легче уже гитер сделать в PC get player state. Смысл, ты и так будешь get получать. Опять разница. Чтобы не прописывать сюда вот свой этот самый main PC, что ли? Main PC, чтобы вот это вот не прописывать, что ли? Метод создать, чтобы вот это не прописывать. Что такое ООП? Знаю. Это что-то страшное. Не знаю, заклинание какое-то. Не, ну там, конечно, можно его записать. Вот единственный плюс, что его записать можно и не кастовать постоянно. Это вот плюс. Все. Что ж такое? Она не получится, но... В контроллере хранить ссылку на себя. А, да, точно, PC это вот этот PC.
Это то, что я и говорил. Умение писать чистый и адекватный код — это привычка. Что у меня нету. А не за деньги. Нет. Делаешь первый раз каст к main PS. Либо там продолжение должно быть какое-то, либо я не знаю. А потом постоянно возвращаешь PS нужный. Делается. Так. Get player state. Ну и, соответственно, мы залетаем. А вот мы залетаем, и просто из него вызываем товарища. Есть контакт. Зачем мы это делали? Затем, чтобы туда записать что-то. Записать что-то. Это будет пока что T-array наших вот этих акторов, только это не актор должен быть. Не актор. Актор. Где билдер? Актор, а именно наш тавер. Тавер-мастер. Тавер-мастер. Мастер. Мастер должен быть. Это тавер-мастер. Контакт. Лица, дуплица. Тавер-мастер. И нам нужно создать в PC проект. Сети что происходит? Как array пишется? T-array. T-array. T-array, вот этот
вот Теактор и что-то там. Аверс. Аверс. Он может не дрочить мне этот самый, я даже ры не могу нормально написать. Что мне дрочит его. Так. Аверс. Естественно, указатель. Потом тавер. Таверс, add тавер. Всё. Это мы добавили. Это мы пока еще ничего не добавили. Тут вот эти вызов сделать. Подожди. Это же ошибка. Так, есть вот эта вот часть. Но мы должны достать. Так, Тавермастер. Мастер. Я же PC добавил, правильно? Правильно. State. Здесь. Так. Добавили этот тавер. E7 посмотрим. Пробуем. Ну да. Всё. Лицензия принимается. Ну да. Такое. Если бы он знал, что это такое, а он не знал, что это такое. А что еще мне не нравится? Спаун кубья. А что не так спаун кубья? Правильно, потому что мы здесь должны передать еще main PC. Это мы записали. А я хочу блокировать еще. Написать код. Запись там и что, толку от того, что он записывает нам. Ну, точнее, толк там потом будет. Сейчас нам надо сделать этот. Маус-клик. Спаун-куб. Может быть, вот эту часть вообще перенести, как бы. Зачем ему или все-таки там, чтобы он рассчитывал это? Сам билдер все-таки рассчитывал, куда ему что, как. Ну, пусть он рассчитывает это все. То есть у нас есть вот эта сотня. Он должен нарисовать. Подожди, ничего не должен нарисовать. У нас там же в актора он теперь попадает. То есть у нас есть хит результ. И вот здесь, вот здесь. Есть из всего этого есть
Это есть. Компонент. Hit by trace. Вот этот компонент, можно взять компонент, из него взять getOvner. Нет, не get, да, getOvner. Ну да, getOvner. getOvner взять. Если вот этот getOvner как бы является тавером, а тавермастер, то это как бы нас не устраивает. Каким образом мы это будем понимать, что это тавермастер? Кастовать не хотелось бы. Таги остаются. Простой вариант, что мы можем сделать хэштаг. Фактор хэштаг, шлеп-шлеп, и жизнь прекрасна. Как бы. Все. Если у него есть это так, то все. До свидания. Было приятно иметь с вами дело. Всё. И лучше эту проверку вообще до всех этих объявлений сделать. То есть, if у него есть этот так. Если у него есть этот так, то как бы return. Просто здесь-то у нас в это объявление залетает еще и вот эти расчеты всякие. А нас это не устраивает вообще. Только какой таг? Можно сразу сделать таг тавермастер. Ага. Tags.add name тупо класс от тавер. Тавер мастер. Вот так вот сделать. Ну, типа, все уже, ну как, зачем вы менять все это? Чисто обозначение, что это именно он. То есть этот класс. Соответственно, мы залетаем в залетаем сюда и делаем сюда здесь этот от тавермастер name. Все понимаешь, name. Name. Там через текст, да, идет текст. Старый, ну чё ты? Блядь, а? Что такое случилось с тобою? Тестить. Можно тестить. Че, я уже быстрее вспоминаю о том, что он не открывает автоматически. Так, мы, значит, кликаем. И вот второй клик здесь, он нам не должен его создать. Вот, он нам его не создает. Он по одному, вот как мы не кликаем, он только один создает. То же самое, если мы кликаем, он нам не создает. Мы кликнули здесь, больше не создает. Кликаем, не создает. Все как бы логично. То есть мы добавили вот все простая проверка, оказывается. Если мы вот этот бокс добавляем, типа кликнул он на него или не кликнул. То есть вот этот спавн. Хорошо. То есть строится у нас уже по сетке.
он потом проверяется на то, может ли он там еще одну башню ткнуть, то есть башня на башню не становится. То есть на сетку больше не встанет ничего. А ну-ка еще раз строим. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И все, больше он здесь не ткнет ничего. Дальше здесь. Я хочу туда, подожди. Ткнул. Здесь ткнул, еле-еле. Сейчас вопрос будет странный. А ротейшн у сетки-то есть? То есть она-то может быть... вот, ну как? Она может быть вот тут кубик, да? Как бы быть. А может быть кубик немножко повернут. То есть как бы он будет типа... Как сказать? Вот угол немножко повернется. То есть тут какой-то такой получится. Не это самое. Пишет-то у сеточки есть. Почему Не он... может, если ты все нормально прописал. Это ты нормально прописал. Стандартная это самое. Я понял, почему он здесь не кликает, потому что он проходит сквозь, короче, блок, закрывает его. То есть буквально надо тогда... А как это действительно работать? А, вот это, кстати, и будет так работать. Приколюшка. Мы же там сделали-то в 2 раза больше его. Сделали-то его в 2 раза больше, вот этот бокс. А вот не надо было его делать в 2 раза больше. Вот это и получается, что вот он сможет сквозь нее ткнуть. Посмотри туторы по построению сетки в мире. Смотри, по построению сетки в мире. Она уже построена. Ну да, и вот теперь он не кликает там. Не ловит из-за этого. Надо вообще сделать их visible. Чтобы было видно. Где тут hidden game? Это не сетка. Ну, это не сетка, но это сетка. Ну да, и вот начинается вот эта вот фигня, что вот он их построил. Вот тут дырочка есть, в которую он может втиснуть еще один. И еще один мог бы втиснуть. Или не мог. Оу. Воу. Вот так, что ли, даже? Вот, теперь что-то сходится. Вот, теперь все по сетке сходится. Вот, то есть он в 2 раза меньше должен быть этого. Сюда что-то... А, вот ткнул. Ткнул. Все, есть контакт. Вот, теперь все сходится. О. Почему это так работает? Я не очень понимаю. Почему мы там 100 указали? Он как бы по 100 работает, а это по 50. Или это 50, это немножко не то, о чем я думаю. Это другой 50. Ну ладно. Оп, и ты почему-то... А, нет, ты все правильно ткнул его, только ты ниже ткнул его. Это неведомая мне причина.
причинам ты его ткнул ниже. Ну да ладно. Здесь это не столь важно. Вообще надо тестить вот тут, наверное, их. Переезжать вниз. А вот эти вот штуки мы оставим. Эти штуки мы оставим, заземлим его. Затестим сейчас здесь. Вот, мы ставим, вот, и все четенько, поэтому, смотри, работает. Сетку настраивать надо тебе, это не сетка. Гайды посмотри. Так. Есть контакт. Ну давай. Вот тут не тыкай. Это почему не тыкает? Он ловит это, что ли? Смотри, какой засранец. Я тут ткнул. Он как-то ловит этого. А ну давай смотри. Чё? Ты пошел дальше. Пошел дальше. Нифига себе у тебя юниты, похожи на пекхмхм и при этом стреляют белой жидкостью. Или он не хочет, типа, мол, из-за вот это... А ну подожди, давай. Так. Вообще не важно, а почему его не заспавнил? Заспавнил, но он его не заспавнил. А вот теперь заспавнил. По черным целям будет стрелять, и они будут снизу. Да, нет, не так работать будет. Все, игра готова в релиз. Всё работает, за исключением того, что оно работает. Ахахахахахах, это уже Пейгорн. Почему он здесь не спавнит? То есть он как бы на ретур не возвращается. То есть все окей для него. Даже он спаун, ну тут заспавнил. Хорошо, еще раз смотрим. Тоже все окей, все прошел. Continue. И заспавнил. Там. А если мы прошлись по этому? Заспавнил. Так, я не понял. Это как работает? То есть если я нажимаю просто Continue, он его... Почему-то он спавнит еще их там, где надо. Спавнил. Я ничего не понимаю. Спавн происходит не там, где ты кликнул. Да? А я думаю, еще не так. Не так. Он получает эту локацию. Может, офсет, кстати, вот этот виноват. Давай поставим по нулям пока его. Там из этого смещения идет все. Тогда сейчас будет не в этих, не в кубиках, да, идти. То он спавнит именно в тех кубиках, которых надо, и причем спавнит точно, четко. С офсетом какая-то беда происходит, а здесь четко вот он по кубикам этим спавнит. Ты меня уже не пускаешь, все тут. Рамблы пошли.
Окей. Окей. Что сделать? Где у нас проджектайлы? Как думаешь, за Да. сколько ты сделаешь эту игру? Не знаю. Не раньше, чем через 365 дней. Не раньше, чем на 365 день. А то. Тавер. Сюда вот я хочу. А, так он уже там. Все, вопросов нет. Единственное, что это, когда спавнят, они не это самое. А, нет, тоже указано. Все уже есть. Все четко. Чуть, я подумал, что не четко все. Так. И то, что я хотел сделать, это в проджектайле поставить ему Mission Lifetimes. Мне кажется, у тебя слетели настройки микрофона. А что, опять херня, что ли? Что? Или как? Ну то, что они слетели, это здорово, или что? Или что-то слышно лишнее, или что? Что, слышно, как гудит комп, или что? Тиши и глушит. Тише, глушит. А если вот так вот сделать? Вот так вот как? Если вот так. Initi lifespan equal. Сколько сделаем? Сколько он должен жить? Ну пусть 12 секунд живет. Initial lifespan. У тебя офсет немного не так работает. У тебя смещается точка клика по сути, а не сама сетка. Ну давай сейчас разберемся с этим. Не то, чтобы я там понимал, как он работает особо. Я ему всандалил. Так, в билдере мы кликаем. Все, есть. Ну вот, то есть мы добавляем его в спам локи. Ну, то есть мы его в спам добавляем вот сюда вот его. Вот сюда вот мы его добавляем. Какая разница, мы его здесь, допустим, добавим. Сюда мы его добавим, эффектор какой-нибудь. Вот этот сетовский. Или мы его добавим здесь. Хорошо, а как надо? Я знаю, как вот тот делал. Но как его внедрить с учетом того, что мы же не можем там эту раскопать. Я только могу заново написать его вот эту вот фигню. Здесь-то он отнимает после этого отъема, а добавляет в самом конце уже. Знаешь? Прикол. Как я внедрюсь тебе в тот код, который там внутри. И вот посередине вот этого вот сделаю минус. А потом сделаю плюс. И в этом что-то другое надо делать. Дело в том, что локацию именно он самого актора этого ставит правильно. То есть он влияет не на... Он влияет не на клик, а он именно пододвигает под это. То есть у тебя клик все равно по той же сетке происходит. Понимаешь, в чем прикол? У тебя клик по той же сетке происходит, которую ты изначально задал. А потом ты уже актора меняешь. А так типа не должно быть. Я так понял, что ты прототип пишешь на блумпринтах, а потом переносишь в плюсы. Не, это единичный случай такого разбирательства с сеткой. Вот. А вот история интересная, не очень. Короче, я хз, что с этим делать. Ладно, это потом как-нибудь разберемся. Здесь все работает. Ну иногда такой подход хороший, а я вот сразу на плюсах пишу, ибо я вообще не понимаю. Ну и правильно. Ну эти блюпринты. То есть вот это все работает как надо нам. Единственный момент, что если мы кликнем вот так вот, в надежде на саму эту башню, шлеп, ну башни, понятно, будут больше, условно, как вот эти 4 будут как один, как одна клеточка, а вот это условно будет одна клеточка у нас, вот это вот, а вот это вот
Это у нас уже 2 клеточки. Вот такая вот супер башня. И Надо, маленькая чтобы башня. на клик на башню она удалялась. По КМам. Вот давайте сделаем по КМам, чтобы удалялась башня. Давай сделаем. Хорошо, пойдет дело. Пойдет дело. А где мы клик делали? Мы в тавере делали, да? То есть тавер должен сделать клик и удалиться. А вопрос теперь, подожди, тавер должен сделать клик, вот тут-то он в помойку отправляет. Вот здесь вот FK. FK. Имитация работы. Окей. Да, слушай, да, имитация работы. И надо все быстро, надо быстро в джемах участвовать, надо обязательно делать все за 2 минуты, смотреть кучу гайдов, читать умные книжки, все делать строго как написано. А как в ты них. такое? И вот так Сделал, вот. что оно у тебя перечеркнуто? Так это новый этот делает. Визуалака так делает. Как у нас тут? Или он так не хочет? Он так не хочет? Не хочет мне написать? Кейс. Не помню как. Left. Вот так, по-моему, да, мы это можем сделать. Да, мы вот так можем сделать. Только нам не left mouse button, нам надо right mouse button. Right mouse button, там destroy. Ну, там он должен будет почистить этот. Мы можем даже не чистить его здесь, мы можем в момент перебора, то есть когда мы с массивом работаем, мы можем там его, мы там его можем Brother, удалить. what's that? What's that, brother? Не, я буду сейчас под ежесекундный тест, который я хочу попробовать делать не хардкод. Да. Так. Так, ну она не очень работает. Дом труба что? Ну. Логично, что он не работает. Сейчас давай в 10. А как ты, типа, мол, на right mouse перешел, что это right mouse? Ну, допустим, что, просто left mouse сделал, но он не дестройнул его, потому что destroy должен быть в этом сделан. Или он тупит, или я тупит. Мы же должны вот здесь добавить его сюда. Разве нет? Или да? Или куда? Вот, теперь правая кнопка сработала. Компа. Да, и вот он его удалил. Все, пуф, улетел. Правда, он дальше стреляет. Ну что, таймер-то есть. Это странно, таймер А он здесь, да, ничего не делает. Не, подожди, он это передает. То есть, как он стреляет дальше, непонятно. Интересно. Но он пометил его, скрыл. А что дальше, неважно. Для него. Ну, окей. Да. Я бы, наверное, создал сейчас дата-ассеты. Старый, ну чё ты? Дата-ассеты создал. Блядь, а? Что Окей. такое случилось с тобою? Ага. Ага, окей. Так. И...
Датасет закинем, который таймер должен будет он там содержать, во-первых, его сетку, то есть информацию о том, вот этот, который как раз-таки принимает в момент клика. Вот этот товарищ. Вот этот товарищ принимает в момент клика. Он должен... Ну, понятно, что мы вначале выбираем, какой таймер мы ставим. Мы это записали информацию. И потом-то мы его вот как раз-таки сюда и подтягиваем. О тайвере. Вот эту вот инфу, короче, он должен грид свой содержать. Потом он должен будет содержать в себе информацию о вот этой ширине. Как его? Я скажу ширине. Подожди, а у ГАЗ это своя система? А то я сейчас начал датасеты думать. Там же у него свои атрибуты есть, правильно? С которыми он работает. А ну-ка. Что я сейчас наделаю, а потом окажется, что ГАЗу так не нравится. Мы же по ГАЗу все строго. Нет. Нет? Что значит нет, если у него есть вот эти ХП всякие и прочее? Или это другое? Но ГАЗ это не понравится. Ну, пошел нахер, значит, ГАЗ. Говно из задницы. Это, значит, а не система. У ГАЗа атрибутасет. Да, есть у него такая фигня. Я создавал его. Вот эта вот фигня есть. Но она же для... как компонента идет для чего? Или для всего? Блин, я не хочу создавать эти, как его, классы, вот эти вот, кучу классов. Именно имеется в виду... Геймплей эффект для применения урона, допустим. Это просто структура. Геймплей эффект это что? Что такое геймплей эффект? У меня микрофон падает. Что значит геймплей эффект для применения урона, допустим? Но это если там, то есть есть вот этот атрибут set, мы здесь храним всякие вот эти ХП, МП. А гамма-плеабилити для способностей, которые может использовать персонаж. Подожди, то есть у нас есть атрибут set, в котором хранятся всякие, ну, то, что я перечислил. ХП, МП, стамина, какая-нибудь там резисты и прочая параша. Вот это вот вся туда летит. Потом есть геймплей-эффект какой-то. Для изменения атрибутов нужно юзать геймплей-эффект классы. Тебе в двух словах не объяснишь. Это сильная система, которую нужно изучать. Так вот, я сейчас как раз в процессе. Изменение атрибутов нужно юзать геймплей-эффект. Изменение атрибутов. То есть у нас есть вот это вот атрибут set, это хранилище этих. Flynn 4 фан полностью согласен, и там очень много информации. Есть вот эта вот фигня set, там мы храним. Эффект это то, что взаимодействует. То есть это всякие действия с этой фигней. И что-то еще третье было. Геймплей ability для способностей, которые может использовать персонаж. Геймплей ability. Так, возвращаемся к ГПТ. Честно, какая-то шляпа. Шляпная. Пока что. Мне не нравится, как у них построено. Если я все правильно понял, конечно, мне не нравится, как там сделано. Геймплей-ability класс, который является исполнительным классом вызова действия. И который накладывает кучу своих специфических ограничений, где банально нельзя поменять характеристики напрямую. Для МНА какой-то, наверное, прикольно, что оно по дефолту предиктит все, а для ТД лишнее.
хочется ограничения. Ну, то есть то, что у тебя есть компоненты, которая контролит Gameplay все. Tribute — структура данных, которую используют как переменные. Predict можно отключить, если что. Gameplay Effect — метод для влияния на Gameplay Tribute. И репликацию настроить по желанию. Но отключить ограничения, где все нужно делать через эффекты без костыля, не выйдет. Геймплей эффект плюс геймплей атрибут set. Стандартный способ в GAS. Создаешь utar атрибут set. Public и атрибут set. Там описываешь все нужные переменные. Health, damage, range и так далее. GAS будет отслеживать изменения, триггерить репликацию, вызывать делегаты. Что? Отслеживать изменения, триггерить репликацию, вызывать делегаты. Не property, blueprint, категория, replicated. Так, если без эффектов делать, то цепочки действий не будет, и смысл тогда от GAS. Атрибут ассессор создает удобную функцию для GAS. Чего? Атрибут ассессор создает удобные функции для GAS, getter, setter, initializer. Tower Ability System Component плюс атрибут set. У каждой башни будет свой Ability System Component, к нему прикрепляешь... Не, что-то какая-то шляпа, у каждого свой. Или в каком плане каждого свой? Что значит у каждого свой? Ну так без предикшна я в целом не вижу особо смысла от GAS. Просто привыкнуть, что применять урон не вызовом функций, а через Gameplay Effect не так сложно имхо. Не, ну это да. Это, ну то, что в этот... Ну, геймплей инфо, это же... Про КП в GameDev можно миксовать или вручную делать взаимодействие атрибутов, или через эффект. Ну, геймплей эффект это же просто класс какой-то, правильно? Мы просто в него забираемся и в нем вызываем метод, а не в вот в этом сете. Или что это такое? Просто доп класс появляется, все. Изменяйте настройки статуа базового значения, например, здесь у нас плюсы. В старте игры если применяем базу GUI башни, GUI апдейты, например, так, когда башня атакует, берешь damage, из нее атрибут get damage. Flynn 4 фан, если напрямую атрибут изменить, да. сломается цепь вызовов. Это промежуточный класс, который дергает делегаты в нужных местах. Берешь damage, из нее атрибут, создаешь геймплей эффект, меняешь на врагов, когда башня грейдит, сервер меняешь эффект, сам пересчитает атрибуты и отправит на клиент. Если ваш получает урон, на нее накидывает отрицательный разгаз. И вот сам, вот это вот сам все, это как-то скучно. Flynn 4 фан, поэтому даже начальные атрибуты нужно через применение эффекта на себя юзать. Должен быть атрибут set. Хорошо, то есть мы должны вот в таком атрибут set, вот я его создал, это самый главный, я от него наследуюсь, правильно? Владослав, про КП в GameDev нет. Так, все, я создал. Я ничего не создал. Куда я создал? Говорю, я создал. Я создал. Включайтесь. Так, мы... main attribute. Main attribute. Attribute set.
Единственное, что я не помню, где он там у меня находится. Гаск. Сюда Я подержи. брал себе курс по ГАЗ. На 30 курса понял, как оно устроено. И еще сильнее понял, что я лучше свою систему сделаю, чем буду тащить этого мутанта к себе в проект. Нет, не делай так. Ты себе все сломаешь. Как не делай так? Вот мне нравится самому написать. Вот вариант с этим. Вот мне вообще прям идеальный вариант. Что-то газ это какая-то шляпа. Flynn 4 Fun, как ты инициализируешь стартовые атрибуты. Через init, а если в сессию кто-то посередине зайдет, все будет работать. Или репликация не будет выполнена. Что значит ты все себе сломаешь? Ты себе все сломаешь. То есть я не могу отнаследоваться, что, не будет работать, что ли? А если мне надо? То есть у меня атрибут сет должен быть для разных, у разных он свой. Ну, то есть вот у башенок свой, у мобов он должен быть свой. То есть у башенок нет хп, а у тех есть Владослав хп. Прокопев в геймдев через init будет выполнена репликация. Самое интересное, что я уже, наверное, написал бы все, пока вот разбираемся. Или мне нужно отнаследоваться не от своего, а именно от того. То есть от атрибут set. Не будет, но окей, не буду продолжать. Unico RN47 ВВС прочитай сначала или посмотри, как устроено. Это не просто так все работает. Это система с своими правилами. Это понятно, что система своими правилами. Что значит почитает? Это не будет так работать. Вот мне надо здесь сейчас этот вопрос. Все. Да, у меня другой вопрос надо будет. Я не буду читать всю пачку информации, чтобы добраться до нового вопроса. И мне проще такой сделать, сказать, что это шляпа полная, и просто самому все сделать. Более с учетом того, что здесь, видимо, вообще нахер не надо. Это газ и вся прочая шляпа. Я создал, вот, у меня есть мейн, хорошо, я создал вот мейн. Я же не буду, типа, я что, могу только одного наследовать, что ли? Почему я не могу дальше отнаследовать? Что значит все сломаешь? Что, наследоваться не? Еще за система, которая не дает мне наследовать? Что это такое? Владослав Прокопев геймдев атрибуты инициализируются на сервере. Вызывается set attribute, а он дергает on рэп и репликация срабатывает на клиента. Сейчас будем дергать ГПТ тогда. Газ запускается до загрузки эдитора. Поэтому захардкаженные значения может и сработают, но дата-драйвин подход нет. Подождите, дата драйвинг и прочее. Ладно, это я, наверное, не понял. Все. Там вообще от него и Если ты выдаешь напрямую из БД, происходит то же самое. Сервер set attribute call delegate on rep.
текущих значений, а не место, где хранятся базовые настройки. Как делает атрибут set текущие значения? Динамика репликация. Health сейчас 85. Damage 20. После апгрейда стал 25. Range 500. Дата это базовые настройки для башни. Да. Геймплей. То есть это то, что будет... В башне у нас... Дата понятно. Геймплей эффект, связующее звено. Когда ты спавнишь башню, читаешь дата asset, создаешь геймплей эффект спек с начальными значениями. Применяешь GE на башню, газ выставляет атрибуты в атрибут set. Пример. Давай пример. Датаса, да, всякие флоты. Дальше тавер переспавня. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Атрибут set system какой-то. Что это такое? Догадайся. Что такое атрибут system? Тавер дата. Тавер дата. Ну это датас, это понятно. Задаем gspec, f gameplay, эффект, контекст, handle, контекст, атрибут system. Что такое атрибут system? Мы вытаскиваем из него make эффект контекст. Unicorn 47 VVS ты все атрибуты должен прописать в одном атрибут set. И пойману, и патроны, и т.д. Или ты можешь сделать их разными и каждый как отдельную переменную создавать. Хорошо, возможно я ошибаюсь. Как дойду до конца курса и буду точно уверен, смогу с уверенностью подискутировать. Сейчас говорю исходя из своих знаний и практик, которые проходил. Может я вообще про другое. Ты атрибуты должен прописать в одном атрибут set. Ну хорошо, вот у башен нет хп. У мобов есть хп. В атрибут set это вообще хранилище всех статов для всего, что вообще есть, существует вообще в этом самом. Все, вот вообще все, что существует. Или как это работает? Или что, хранилище вообще для всего, оно в единственном экземпляре существует? Или как? Или куда? Или это компоненты? Это два разных атрибут set tower и атрибут set mob. Ну вот. Вот у меня есть мой клан. То есть, а я что, не могу наследоваться? У меня не может быть мастера, у которого, допустим, если у них общее какое-то значение, там, я не знаю, какой-нибудь тот же damage какой-нибудь, да, у них общий есть параметр damage. Я не могу создать, вот у меня есть вот сейчас мастер. Можешь. Так как нахера ты мне говоришь, не создавай этого, ты все сломаешь, если я сейчас этим как раз и занимался. У меня есть мой основной, вот он main атрибут set, я хочу от него наследоваться и создать тавера. Ты мне говоришь, нельзя, все сломается. Я говорю, что именно сломается, там сложно, иди почитай. Иди почитай. Теперь я спрашиваю, говорю, что так нельзя, ты говоришь, можешь. Это прикол или как? Я только что пытаюсь создать, отнаследоваться, чтобы вот как раз таки сделать вот это ООП, которого я, блядь, не понимаю. Я ж, ну как, я только начал. Я вчера только этот самый открыл Unreal и вообще плюсы только открыл. И я не понимаю, что тут происходит. Пытаюсь, ты мне говоришь, все сломается. Я говорю, так нельзя, говорит, можно так. Это, ну, это прикол, это троллинг, весело или что? В чем смысл? Можно мне пояснить? У тебя все сломается? Так можно? Можно. Над больше курса ебаных учить. Как он называется, это параша? Main атрибут set. Без курсов в газ лезть. Ну вы мазохисты. Ну да. Мне весело XD. Тебе, Каш, меня дрочат туда-сюда. Ты широкую на широкую, сюда не ходи.
сюда ходи, это не дело, сюда не ходи. Почему? Там башка снег попадет. Я говорю, ну сюда можно ходить? Ну можно. Снег, башка не попадет. Что? Куда? Что происходит? Дрочат весело, конечно. Чё нет? Подрочить-то можно? Чё не подрочить-то, если можно подрочить стримера? Будет вот так вот. Ас. Понятно? Ас будет. Тавер. Без курсов. Что вы имеете в виду курс? Какой курс? Еще где чувачок возле доски вам объясняет что-то? Вот этот курс? Вы гоните, что ли? Все в бою надо познавать. Так берете и тестите и познаете. Ни больше, ни меньше. Только так. Только хардкор. Курсы. О. Обсуждаем. Да что он не закрывается? Чё? Курс тестостерона. Да как? Самое главное создать тегов на атрибуты. Они потом понадобятся. Газ сильно на тегах завязан. Так, теги. Мы подключали теги. Что значит теги на атрибуты? Что значит теги на атрибуты? Пояснительная бригада. Ты даже не проходил курс на то, как проходить курсы. О, да, кстати, вот курс на курсы. Курс на курсы. Бардак, конечно, тут вообще прям беда. Просто нужно много уверенности в себе, чтобы с ГАЗ работать. Ну, видимо, вот видишь, какой я сильно перебор с уверенностью у меня. Коли я открыл эту парашу. Но пока я что-то мне... Ну ладно, хорошо. Вот это вот... Атрибут health. Добавляешь тег, допустим. Ну, ты имеешь в виду, как почти в голове у себя соединить. То есть у тебя есть таг health, и есть поле health. Есть таг mana, есть поле mana. Потом ты их там все вместе там в какой-нибудь общий таг. Ну, то есть, что вот это вот была лесенка. Да. Из этих делаешь, и все. Хорошо, сейчас будем таги создавать. Ну, после этого все, создадим эту парашу. Короче, что мне ГПТ сказал? Что вот эта вот фигня есть, ты создал data asset, и потом в момент спавна, правда, я ни хера не понял, где именно в момент спавна, тут у него спаун происходит по коду, который он показывает. Типа, как мне с чем связывать? Потому что для применения эффектов, чтобы менять атрибуты, нужны будут теги. А как он их понимает, что связать надо? Или он прям в тупую по тексту? Ну, типа посимвольно, условно. Раз, два, три, раз, два, три. По тегам. Ну, что по тегам? Как ты свяжешь, что health это health? Ну, он типа, мол, H проверит. Там и там H. Там, что там? Health, как health пишется? E, L, L. Ну, вот, типа, мол, он поэтому сравнит и все. Если там добавил условно какую-нибудь HLCS какой-нибудь, то все, пошел нахер. Все сломается. Или как это работает? Так, вот сюда вот я хочу SBD добавить. Владослав, про КП в геймдев не нужны. Ты выбираешь base attribute as health. BD. Не, подожди, нужны, не нужны. Я хотел бы вернуться к тому, как он их соединяет вместе, понимает, что такое health, что такое не health. Ну вот мы написали абракадабра. Ну вот у нас такой вот стат, абракадабра. Как ему объяснить, что вот так абракадаброн называется по-другому? Что это абракадабра? Если одинаково называть, ну окей, я понимаю, да, он их сравнил и все. Лин 4 фан, окей. Тебе не нужны, не юзай. У тебя, похоже, свой газ какой-то.
Пошел, Махач, пошел. Unico RN47 ВВС. Если ты хочешь сделать через газ, то тебе сначала нужно сделать инициализацию аватар и оуна. Они Да что просто такое как текст аватар? представлены. Что такое аватар? Я знаю два аватара. Это фильм и это самое, которые вот таких два аватара. Тот, что Ант. А, еще да, вот точно, еще этот, который анимешка. Вот, я знаю 3 аватара. Я кота-аватар. Но это шутки шутками, я серьезно, если... Ну, как так, вот по поводу текста представлен. Хорошо, как текст представлен, вопросов нет. То есть их надо одинаково назвать тогда. Одинаково называешь, и как бы все, вопросов нет. То есть строго health. Это самое. А если поменял, то ты должен помнить, что ты должен пойти в таги и поменять там их. Потому что если ты этого не делаешь, все пойдет правильно, по одному месту. Атрибут set. Да, нахер вылетело, что я делал. Хорошо, мы создали тавер, так к таверу потом. Я хочу датаст создать. У нас вообще не существует датастов. Ничего. Оуна это владелец Аск, аватар это пон, на кого будут воздействовать и прочее. То есть... ну, я понимаю логику, просто смешно. Ну, точнее, я понимаю логику, почему так назвали и прочее. Его надо где-то указать, или мы должны его как-то, ну, приотачить? Это компоненты, или что такое вот этот атрибут set? Что это такое? От чего наследуется? А, это eObject. Что я думал, что это компонент? А где он? Его нужно указать. А где он? Его нужно создать именно как вот здесь, да? Давайте. Yes. Аватар это павн, с которым связан Аск. Давайте какашечный цвет какой-то дадим. Где говнище есть какой-то? Вот такой вот. Все, мы хейтеры. Хейтим газ. Таргет аватар это тот, на кого будут воздействовать. Я понял уже, понял. Хорошо, допустим, мы создаем вот этот тавер. Тавер Ас. Тавер Ас. S. Что, BP? BP Тавер. Тавер Ас. Тавер S. Тавер S. Хорошо. Property есть. Все. Где мне здесь их связать? Или это вообще не здесь должно делаться? То есть... Подожди, так у меня они динамически создаются. Еще в смысле, они динамические, это же для таверов. То есть она вот существует, ее не существует. То есть ее надо где-то в процессе создавать. Это в момент, когда ты создаешь этот эффект контекст handle, вот эту парашу. Туда ты типа полетел. То есть, когда ты вот этот эффект применяешь из датассета, тянешь в него эти, то есть он их его сам создаст, получается. Тогда нам этот вообще нафиг не нужен, блюпринтовый товарищ. Ну, пусть будет, но он нам не нужен. Датассет. Все, я развис. Посмотри канал на Татем 00 программирования. У него есть база по газ. Ну, я смотрел. Я все его видосы смотрел. Но вот то, о чем я говорил, то, что это не имеет смысла. То, что, ну, если не по теме, из разряда вот мне надо вот это вот, я это сделал, я это запомнил. Если я это не использую какое-то время, то я уже забыл все. Вот тут, тут история другая. Я посмотрел, мне это нахер не надо было, я это посмотрел, и оно сразу же в то же мгновение улетело нахер. Поэтому толку мне, я все видосы не буду пересматривать, это шляпа, я же говорю. Четко по теме есть, вот этой теме, вот.
Я посмотрю, ну как, не в смысле видосы его посмотрю, но посмотрю видосы в плане того, что я пролистаю, посмотрю, если там что-то по теме этой. Все же будешь использовать газ? Ну пока да, пока я не сдаюсь. Пока я не сдаюсь. Но я ничего не обещаю. Все же будешь, сейчас чем мы заняты. Это смысл не то, что использовать, не использовать. Нахер, надо он, не надо он. Мне кажется, что здесь он вообще нафиг не нужен. Что он вообще, в принципе, не нужен. Просто фигачишь самостоятельно, что-то делаешь, и все. И жизнь прекрасна. Смысл в том, чтобы просто разобраться в нем, и все. Ну, интересно. В какой-то мере. В какой-то мере. И вот тут, с одной стороны, интересно, а с другой стороны... понимание, что ну, здесь нахер не надо. Короче, тяжело, все очень тяжело. Подожди. Дай мне новый этот. Красный хочу. Красный хочу. Этот ассет, это у нас красный. Это розовый какой-то получился. Это оранжевый. Дай красный. Вот такой. Это ассет. Ну да. Ну да, надо создать новую попочку. Primary Data Asset. Вот этот товарищ нам надо... Тут есть такой нюанс, что у них-то у всех общий, то есть надо как-то и к мобам, который будет относиться, и этот, то есть атрибут DA, так, атрибут DA, будет. То есть это общий, да, и от него сразу пойдет тавер, и пойдет этот NMES, вот эти вот пойдут. И все. Ну, а дальше уже там разлетелись. Ну, потому что таверы-то разные тоже будут. Для понимания газ это фреймворк от эпиков. Они его создали вроде как. И Разве? Fortnite вроде как тоже написан с помощью газ. Вот это да, это знаем, это да, знаем, что Fortnite с помощью газ. Ну да. Ну вот самое интересное, что фреймворк, насчет эпиков, вот это вот я первый раз слышу, что это они именно написали. Wargaming использует газ уже 6 лет, использует газ. Подожди, в смысле Wargaming? Я от них знаю Газ только танки. создали, когда делали игру Paragon. Я знаю только танки от этого, от Wargaming. Еще танки на Unreal, что ли? Так, и что, мы готовимся, короче, сейчас выучим газ и пойдем в Wargaming работать над танками. Там у них новое обновление, кстати. Танкисты. А потом внедрили в движок. Делали Paragon, внедрили в движок. То есть все-таки ёпики, да? Ну, я знал, что через задницу это было очевидно сразу, что это ёпики делают. Через задницу. Какой темный, смотрите. Темно, дождик. Что поделаешь? Лампочку включить можно, конечно. Короче, атрибут D есть. Нам надо попочка. Не виджеты, пожалуйста, вот здесь. Папку. Или не ц. Танки ХЗ, у них много проектов. Чел из Минска делал презентацию по газ на съезде разрабов. И где теперь этот ваш Парагон? XD. Тру. С этим газом делали. Где? На Фабе. Знаете, где на Фабе раскиданы везде вот так вот. Танки, у них много проектов. Но у них много проектов, ну что, у них рабочие только танки. Потому что у них было, они там каких-то роботов, по-моему, выпустили. Если мне не изменяет память. И через какой-то маленький промежуток времени не решили его закрыть. Типа шляпа не приносит бабла. Вот она, может быть, на Unreal была сделана. Потому что по футажам, я помню, что Unreal отдавала. TF4 LR, поэтому не учите газ.
Оно вам не надо. Да. Да не, никто ж не спорит, что газ это может быть это самое. Тут просто, типа, как сказать, вот это вот включается стандартно. Это как у вас включается, когда я что-то делаю, и вы начинаете вот это широкую на широкую, ты делаешь неправильно. Вот у меня так же самое по отношению к газу сейчас включается, и какая-то шляпа делают неправильно. Что я говорю? Короче, мы ц ставим или не ц ставим? Assets. Или asset просто. Data asset. Или ц. У нас ц везде есть. Projectile с, Component c, Widget c, Asset c. Все, c. Короче. Будет Data Asset c. Все, выбор папки. Атрибут дата. Атрибут D. Все, create класс. На босс. А, не, он же... Или он вдуплил бы. Он нашел бы или не нашел бы без перезапуска вот этот класс Unreal? Не, там лайфкодинг только происходит. Мне кажется, он бы похерил все. Не, я не доверяю. Лайфкодинг лучше перезапущу. Или перезапускать я люблю. О, какой тут бардак. Инстанс. Атрибуции Ability System Compo. О, вы мне о нем говорили. Я уже создал свой. Вот он у меня есть. Атрибут set. Ладно. DA. Ну, я сразу подключу наш основной SBD, потому что мы явно там будем какие-то методы писать. И потом, чтобы это... Ух ты, его. Чтобы было легче тебе в дальнейшем, если будешь учить его сам, еще долго будешь плеваться и, возможно, забросишь. Потому что многое будет казаться сделанным через одно место. Поэтому или не брезгай курсами, или подумай, нужно ли тебе оно. Да не, курсы это сразу нет, а вот буду Владислав плеваться, надо Прокопев дело. Game Defask Set Numeric Attribute Base. Attribute Value. Вот напрямую выдача. Это дергает пост apply эффект, и он уже дергает on rep attribute. И все реплицируется без тш. А когда курс пройдешь, будешь уверен, что оно через одно место сделано. То есть, когда будешь сам делать, будешь думать, что оно через одно место, а когда пройдешь курс, будешь уверен, что оно через одно место. Да, true. Не, ну это по-любому будешь думать через одно место, потому что делал его не ты. Потому что это классика, но ты не можешь, ну как, да редко такое бывает, что ты какая-то вот, ну вот что-то сделано. Вот вы когда-нибудь ремонт делали, вот, я не знаю, у вас ремонт когда-нибудь был в квартире, вы нанимали строителей? Причем они, чтобы это разные бригады были, то есть, вот когда они делали, вот там классный пример есть. Вот делают вот вам первую там стяжку какую-нибудь, знаете что, да, это пол типа, короче, наливают всякую жижу туда и ровненьким его делают. Делают первые, там, вторые там с ним еще что-то должны делать. Потом там третий там стены заделают. Там, еще резетку делают. И вот приходит первый, они сделали, приходят вторые. Это что за делали банворд? Это что за банворд делали? Приходит Флим и 4 фан, делают я свое. уже тебе сказал свое мнение. Делай как хочешь. Не нужно меня пытаться переубедить в том, что я дурак. Сделали они второе. Приходит третий делать. И на тех вторых. Это что за банворд делал? И так вот до самого последнего раза. Потому что, ну вот, и неважно как там, хорошо, плохо сделано, это по-любому так скажут. Вот не было такого, что приходит и говорит: слушайте, какие красавцы, дайте нам их номер, мы хотим у них научиться, как они великолепно сделали это. Не бывает такого. И это повсеместно вообще везде. Это вот, ну везде такая фигня. То есть ты смотришь, и что за бред тут происходит. Стоп, что? Нет. Я только запустился. Я хочу класс создать. Как его? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Я уже забыл, как атрибут. Атрибут D. Атрибут 3. Атрибуте D. Атрибуте D. Я хочу от него наследоваться. Значит, это будет тавер. Как мы атрибут обозначим? Так что? Не, ну это бред. Вот так будет и все. Подтверждаю. Как раз недавно делал ремонт. Да-да-да-да-да. Это самая фигня, да. Вот, кто делал ремонт, тот знает эту вот фишку с вот этими вот приколами. И это работает вообще во всех сферах. Ну, везде. Всегда. Это работает везде и всегда. А чё завис? Я что-то о работе думаю. Мне что-то работа в голову пришла. Там просто свои приколы надо реализовать. И тут я что-то начал думать об этом. Нельзя, нельзя. Сейчас не об этом. А так, тавер сюда перенесли. Что мы здесь хотим? У них что общее такое будет, что вот у того и того существует, у того хп не существует у тавера. У этого нет. Пока я не знаю, что у них общее будет. Пока что ничего. Пока что ничего. Какой партикл? Фу, партиал, какой партиал? Что такое партиал? Кто мне подсказал? Что такое партиал? Почему им паблик не нравится? Что происходит? Паблик. Фу, я понял. Я понял, я просто немножко это, он меня сбил. Это все, этот виноват. Партиал. Написал, я думал через это. А что он мне предлагает? Прайс. У них дэмэдж может быть общий. Подожди, какой дэмэдж? Дэмэдж, да, они же должны... Не, подожди. А я еще не решил. А как у нас будут мобы доходить? Ну, пешком? Деградация начинает после Copilot. Такие затупы — это начало. Ну, он мне взял, сбил этот самый. Так-то я прописываю, паблик спокойно себе пишешь, и все. Мне этот... Что он мне написал? Я не помню, короче, он мне написал парлиат какой-то вот этот вот, и все сбил мне. Так вот, насчет дэмэджа. У нас мобы как? Понятно, что пешком они доходят, но они-то идут... саму цель. Вот они дошли до конца точки. Месяц, и ты о пропорти не сможешь прописать. Скринь. Окей. Надеюсь, не будет так, но окей. У нас есть вот эта конечная точка. Есть два варианта, что может происходить. Они могут просто туда зайти. И все, и как бы, ну, -1 условно. То есть 50 мобов дошло, и все, неважно каких. Либо же они доходят и начинают дамажить. Либо еще можно сделать другое. Они доходят и отнимают у базы то количество хп, которое у них осталось. То есть чем толще моб и чем больше у него хп осталось, тем это будет... Я уже начал деградировать с райдером. Но это все ваш райдер. Это тоже вот эта вот шляпа, как и газ. Ваш гэс. Вот этот вот. Давай рейдер установи, он лучше. Вот это вот. Ваши свистоперделки все. А потом я тупею с ним. Ну вот это же, да. Ну ладно, шутки шутками. Так вот, создать
Вот эти 3 варианта можно. То есть просто количество. Ну, тот количество и хп, это, в принципе, одно и то же, просто дошли. А вот если дэмэдж делать, ну, понятно, что это уже надо им анимации нанесения урона, это и скиллы им прописывать. И пошло оно, короче, все нахер. У нас остается 2 варианта. Это просто дошли, и дамаг нанесен будет от количества хп. Вот дамаг нанесен от количества хп мне нравится, потому что у нас появляется возможность дополнительной механики. Это восстановление хп своей базе. Условно мы можем взять, поставить какую-нибудь башню возле своей базы, которая будет по чуть-чуть регенить ее. Как вам? Как вам? Классная идея? То есть и по чуть-чуть регенит ее. Если отнимать количество хп, тогда вопрос прогрессии, то есть мобы будут становиться существенно жирнее. Тогда как будет с базой? Либо вначале будет неубиваемая, либо в конце с одного моба вариться будет. Либо качать базе хп. Вот, качать базе хп. Видишь, как с хп появляется у тебя... Да ты сделай базу, сначала мобы идут бани, их бьют, а потом уже гасы-хуясы. Ну, гасы это понятно. Гасы потом, мы сейчас до тасс-тами, Подожди, фигачат, и надо все это прикрутить вначале, параметры эти все. Подожди. Всему свое время. Почему чат спешит с моей игрой, а я нет? Почему вы меня пытаетесь ускорить? В чем прикол? Что за это самое? Куда вы это самое? Куда вы летите? Старый, ну чё ты? Блядь, а? Что такое случилось с тобой? По поводу этого, как его? ХП. У нас появляются доп-механики. Во-первых, это мы можем регенить ХП, мы можем всякие штуки делать на ХП. Допустим, бац, мы юзаем карту, и в следующий раунд ХП не может опуститься меньше какого-то значения, там 10%. Но если с учетом, если уже не меньше 10%, да? И, соответственно, бац, и мы получаем на следующий раунд неуяз какой-нибудь. Вот такие, ну там мы тоже, в принципе, можем, типа, меньше одного моба остаться. То есть там-то тоже хп, просто то хп отнимается по единичке за моба, а то хп учитывается от хп моба. Вот. То есть, но там реген как-то особо не добавишь, потому что там что там 50 мобов условно, и ты как бы, ну, не очень. А вот тут прокачка хп, то есть можно увеличить хп или прокачивать хп, максимальное количество хп прокачивать и в процентном соотношении от нее. Ну, смотрите, то есть у нас 100 хп было, у нас следующая волна прошла, у нас стало как бы 200 хп, но было тогда 80. И то тоже в 2 раза подняли и сделали его, что 160 хп стало. То есть в процентном соотношении хп осталось, но общее количество увеличилось. Можно просто с каждой волной поднимать количество хп вот таких вот. Но это, правда, реген будет тогда интересный. То есть там он регенит, реген там будет. Ой, если разный дамаг от количества здоровья мобов, это еще переопределить Agamapply Mod Magnitude Calculation. Вот какие-то вот переопределения опять вот это вот пошло. Там одна строчка, учитывать дамаг, прописать дамаг, урон. Урон прописать дамага, это одна строчка. Все, ты прописал, все, понеслась, все. Моб дошел, свои эти самые закинул, все, пуф, полетело, минус, написал, все. Владослав Прокопев геймдев, так это несложно. Короче, ладно, мы будем делать скрипт. Верни, я хотел почитать. Подожди. В курсе же прописано. И все. И все. Нету этого списка. Блин, 4 фан, ну когда знаешь, это да. Короче, он тут хочет прайс, это надо, тут согласен. То есть башни должны стоить какой-то этот самый рейндж, надо. Fire rate надо, damage надо. Чем стреляет? Решил напугать стримера. Не, стримера не напугать. Стримера можно задрочить. Вот это да. Напугать не. Типы урона будут? Тип, да, будет. Тип будет. Но это надо, я не знаю, какие нам, наверное, шлепнем. Но резисты будут. Ну, короче, та же самая штука, как и в этом. Но это ГС надо использовать под вот это типа урона, чтобы он же их учитывал. Я же не могу просто взять свою и шлепнуть, рассчитать.
ГС был, вот это вот параша вся. Так бы я сейчас бы уже пошел бы, уже все сделали, это все ГС. Ну, короче, он подсказывает-то правильно. То есть это все надо, да. Мы как бы нажимаем тап, и все у нас окей. В газ не нужны энамы для типов урона. Но это в ГЭС так не нужно. Я имел в виду, что вот это тип урона и прочее, это же надо в ГЭС прописывать. Вот этот вот. Да, его весь заносить. Так, у нас есть прайс, есть range, есть fair rate, есть damage, есть projectile класс. Только, наверное, это будет projectile master. Вот здесь... а не актор, мне это не нравится. Или он мне нафиг, в принципе, и не нужен. Но тут я не очень уверен в этом. Надо он мне или не надо. Эта структура не подойдет, если будешь использовать газ. Что значит, эта структура не подойдет, если не будешь использовать газ? Что значит, она не подойдет? Что значит, она не подойдет? Ты эти параметры передаешь в эту фигню, вот как ГПТ говорил, мне ты ее передаешь в... Опа, через геймплей таги он передает их тут. Это как раз то, о чем мы говорили, я не заметил. Ты передаешь ему по строчно, то есть вот этот вот прайс полетел, range полетел, fire rate полетел и прочая фигня полетел. В смысле, это не там, где оно А зачем изменяется. тебе projectile класс в атрибутах? Атрибуты — это значение здоровья, урона и так далее, но не классы. Но это название такое дебильное получилось. Тут вообще все должно храниться, что содержит тавер. Эти параметры должны быть attribute set, а не float, int bool. Ребят, охладите траханье. Это data asset. Апон. Так, мне теперь не нравится атрибут название, потому что не совсем подходит. И плюс вот это я не совсем уверен, что оно здесь надо. Вообще, да, оно здесь надо. Да-да-да, оно здесь будет. Да. Но здесь будет. А как его назвать? Я-то могу дата asset получится, но типа, что за бред? Атрибут DA. Ну, блин, это мастер надо назвать. Ну ладно, хорошо, не атрибут, а как его назвать? Статс, ну типа там вообще все, там должна информация быть о самом, ну в данном случае о тавере, ну и у enemy тоже, то есть их хп, их всякие статик мэши какие-нибудь, их скелетал мэши, какие-нибудь анимации, если им нужны, там и статы нужны, и что там после смерти у них будет, какая-нибудь в анимация или тоже какие-нибудь неагары, то есть вот эта вот вся информация, как вот Data Asset, вот он хранит в себе вот этом вот конкретном товарище вот эту вот всю информацию. Вот как его назвать? Вот атрибут, да, это шляпа, это не подходит. Вот как это вот все, вот эту вот всю пачку назвать? Вот кроме дата мне в голову ничего не приходит. Но это будет немножко как-то немножко по-дебильному. Data Asset. Вот буквально расшифровать. Потому что D это Data Asset. Data Data. Актор дата. То есть Data Asset, актор дата. Stats. В дата здесь вообще никак не подойдет. Потому что все, иди, тем более в конце идет у меня тут.
То есть у нас дата не подходит. Я же говорю, что 2 раза дата, asset. Это как-то тупо. Дата asset зашита вот в этом DE. Название того, к чему применять. Tower Data Asset и так далее, а базовый бейс. Base. Ну, base DE, чего base? А если мне понадобится другой DE для чего-нибудь, который, ну, будет наследоваться нет вот этого бейса? То есть он нужен другой какой-нибудь. И все, пошло все. Ну, как бы уже не бейс, все. Тоже main, вот эти мастер, типа base stats, мастер, вот это Base вот. Data Asset. Вася. Владислав Прокопев геймдев курсы себя оправдывают. Грац. Я не спрашиваю того, что понятно. Вот этот тавер уже есть. Вот он, тавер. Я спрашиваю про... интересуюсь. Вот так вот. Про именно Клин 4 главное. фан что? Он тебя троллит. Не ведись. У вас там интересности всякие. Так. Статс. Бейс. Бейс дат. Мне только дата приходит. Я не знаю, вот так вот. Дата DA. Это, ну, это тупо. Бейс дата DA. Правильное название. Мое почтение. Я не троллю. Все. Бейс. Бейс DA. Но оно не бейс. Но оно бейс для вот таверов и энеми. Но мне, допустим, DA для какой-нибудь, я не знаю, для игрока, там, камера его. И ему не нужно... Двоечку в студию. Двоечку. А двоечка, это самое... Отдыхает. Нету сегодня двоечки. Человека, который двоечки раздает, его нет. Старый, ну чё ты? Видишь, не пришел. Блять, а? BSD. Что такое случилось с тобой? TF4 LR от руки базуки. Ugh. Brother, ugh. What's that? What's that, brother? Stats base. BSD. Stats BSD. Stats BSD. Все, будет Stats BSD и все. Ничего не знаю, больше ничего не знаю. Я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Еще вот здесь надо поменять ее. Stats BSD. Дефолт Экта Info, да. Тоже подходит, но не очень. Мне не нравится название. Default Actor Info Data Asset. Что за дефолт? Что за дефолт? Не надо мне его переводить, я не в том смысле. В чем статус? Не нравится. Ну, мне теперь тоже статус не нравится. Меня запутали, я у ГПТ спрошу. Как? Давай сейчас вот так вот. Как назвать класс, который Эх, этот ГПТ. Да, ГПТ сейчас будет решать. Короче, все порешает ГПТ. Ugh. Brother, ugh. What's that? сделаю? What's that, brother? Не, надо не так.
Все, короче, я ему что-то написал, сейчас посмотрим, что он мне предложит. Unit Data Asset. Entity. Так, давайте, Unit Data универсально подходит и для башен, и для врагов. Entity Data Asset. Если ты воспринимаешь их как игровые сущности. Entity Data Asset. Actor Data Asset. Если ты хочешь подчеркнуть, что это данные для акторов. Характер дата, не, это тоже шляпа. Unit Base Data. Вот и Base подъехал. Unit Base или Entity Base. Это если это именно базовый родительский класс. Слушайте, но это все Entity. Мне нравится. Unit мне не нравится, мне нравится Entity. Entity. Как вам Entity? Мне нравится. Там еще и Base используется. Смотрите. Entity — это если ты хочешь подчеркнуть, что тебе больше нравится Unity. Ну все, получается, идем в Unity. А почему? Подожди, Entity пишется не так. Entity пишется вот так. Entity? Entity, да, вот так пишется. BaseD, как вам? Все Entity, BaseD, все будет. Мне нравится. Там Entity все или что? Там вместо акторов Entity? Двоечка. Ребята, сейчас всем двоечки выпишут. Все, прячьтесь. А почни как в Да Entity. Проще будет все Data Asset искать. В чем проблема? У тебя просто... Здорово, Магнус, как дела? Entity, если ты фанат английских женщин. Там концепция сущностей вроде. Здорово, здорово, драк. Хорошо дела. Тут все двоечки просят. А ну давай всем. Всем двоечку. Вы так кота, кстати, не выбили. Кота не выбили. Там еще один кот остался. Подожди, еще D-Entity проще будет в Data Asset искать. Когда все уже Data Asset. будет А в чем команда? тебе проблема Двоечка? искать D через этих? Или ты как, они типа не работают на D или что? Ну, типа, если ты нажмешь Ctrl-Shift-F и напишешь вот тут вот такую вот вещь, он тебе что, их не найдет, что ли? Или как это работает? Вот тебе все эти, но это я... Cancel Search. Это он там много нашел. Надо только в своем проекте искать. Entire Solution, Current Project, Find All. Вот тебе все DE. Ну, или это проблема, так сказать. Или что? Я просто не понял, почему типа в начале он же ищет не по первым, а по всем. А если в Unreal, так Unreal у тебя существует все по папкам, потому что оно в папках существует. Ну, типа, короче, у тебя датасеты, они существуют в папке датасет. Как бы они не везде, они в папке датасет. Их искать не надо, зайди в папку датасет, там они есть. Их не надо искать, они там, они тебя ждут. Ну, короче, вот. А в коде ты как будешь да пробел, и он тебе все, что нужно предложить. Ты имеешь в виду вот в этом плане, как предложить? А зачем мне D прописывать? Ну, во-первых, я не очень представляю, где у тебя условно больше 2-3 будет датасетов в коде, где ты будешь использовать. Ну, я понял, тут принимается, тут принимается. Тут принимается эта история. То есть ты прописал DA, нижнее подчеркивание, тебе сразу все только твои выбило. И это принимается. Это принимается. Но мы так делать не будем. Потому что мне так не нравится. Через аргументы, часто это уже родительский, пригодится. Так, подожди. Если ты делаешь ты же, по-моему, когда вводишь, он все равно его найдет. Сейчас я, короче, переименую, сейчас посмотрим. Он его найдет. Я делаю ставку, что он его найдет.
Что, так можно было? Ну ладно. Сейчас я найду сам проект, сделаю изменения вот это вот. Так, нам надо атрибуте, правильно изменить? Изменю. Все пойдет по одному месту. Всё пойдёт по одному месту. Если я ничего не путаю, то он должен все равно найти будет его... Visual Studio. Он все равно должен будет найти этого товарища. D в помойку, атрибут D в помойку, Tower D. Entity Base сюда. И вот этот... А я сегодня кучу часов пытался понять, как можно перевести аниме из DS3 в Blender, но ничего путного не вышло. Хотя на Ютабе есть чел, который перенес на Unreal первую локу с мобами и боссом. Часов пытался понять, как можно перевести. В смысле, типа Ctrl-C, Ctrl-V или там как-то у него своя история. А, это DS именно третий. А ты уже до третьего добрался? Ты со вторым уже все, типа? Или у тебя там так в разнобой? Так, а ну, на что он сейчас ругаться будет? Мне не нравится. Ну да. Название Entity. Я сюда Entity не написал. Просто ради интереса смотрел, на будущее. Все это не сохранил. Он мой мою Entity убрал. Он Entity убрал. Но это подло. Это подло с его стороны. На будущее... на будущее это да. Так, все. Успокоился? Успокоился. Ну конвертни или напиши конвертер аним в GTTV формат, и потом открой его в блендере. Опять забыл. Забыл. Ничего не знал. Где мой датаассет? Вот мой датаассет. И мы можем создать от него что-то наследоваться. Asset. А вот Entity Base. Entity Base нас не интересует. Нас интересует Тавер. Нас интересует новая побочка. Таверс. Я хотел потестить, найдет он эту штуку или нет. Есть в Дискорде англоязычный сервак, где крутятся все соусовые Тут я мододелы. пишу Там сначала. дофига обсуждений по работе с файлами анимации. Надо будет углубиться. Да, конвертер же так легко написать.
Блин, странная какая-то фигня. Тут я воспринимаю в начале вот эти вот все аббревиатуры по BP, DA и прочее. А вот в плюсах что-то я не могу. Мне что-то плохо от них. Интересно, как это работает. Так, хорошо. Хорошо. Вот наши все параметры. То есть со всякими штучками, там, прайсы и прочая фигня. Есть такая история. Прайс, ну да, int. Я думаю, мы не накопим, да, там миллионы, миллиарды, правильно? Мы не будем копить столько. 32-го инта хватит. Range. Range есть, этот есть, все есть. Хорошо, у нас класс есть. А как мы найдем? Подожди, а как мы класс именно будем искать? Что вы мне предлагаете по классу? Как мы его найти будем? Поиск осуществлять. Если там скелетная анимация, то вообще на изи перегнать в DTTV анимации. А тот же DTTV легко можно не только в блендере открыть, давайте так, можно вот и в Unreal и в Unity. DA. Угу. И пошел я нахер, да? Угу. А если мы вот так пишем? Какой-нибудь, не знаю, DA. Но он ищет их, конечно, среди этих, но так он будет все равно. То есть даже если бы мы написали так DA, вы же понимаете, что он вот эту всю пачку все равно бы нашел. И вот так вот он все равно пачку вот эту вот бы нашел. Среди этой пачки, правда, наш бы находился. А если мы напишем вот так вот, тут больше народу получается. О, как. О, как. Ну да. Ну, а может быть, это только потому, что там DA. Хотя мы бы написали UDA. А если вот так, а ну-ка, DA. Что он найдет? Что-то векторы какие-то. Это формат О, там Hello, долго. который как раз таки существует, чтобы такие, как я, не могли в него Ну да, влезть. так быстрее было бы. Но мы не будем так делать. Мне не нравится. Мне не проблема написать. Так. Потому что, ну, не бывает тот проект FPS, который он был больше, ну, гораздо больше, чем этот. И там как бы больше 2-3 там, по-моему, не было. И мы датаст использовали именно даже в одном методе. То есть не было такого, что нам надо было именно пачку такую открыть, именно своих, среди них выбирать. Четко вводишь и все. Да ладно, но это да. Принимается, это так удобнее. Так, пусть будет PM-тест. Мы сандалим damage там неважно. Хотя я ведь в процессе нашел прогу, которая расшифровывает и показывает все ключи. ПБ что то и выйдет. Range. Вот этот range, это по факту радиус нашей вот этой сферы, которая у нас есть, которая изначально задается, но она неизменна, то есть она как бы неизменна. Хотя подожди, она изменна. Почему? Мы можем изменить ее. А мы можем изменить, ну, условно, вот эти вот карточки бац у противника. Опять программирование на 400 часов. Ой, да ладно. Чуть-чуть. Противник юзает, и, допустим, у нас уменьшается вот этот радиус у всех наших башенок. Я в своей Юре пока делаю загрузку всех моделек через DTTV. Вот только с VSK с эффектами придется что-то свое придумывать, как, например, в Unreal своя система для эффектов Ниагара. Ужас, ужасный ужас. Просто. Ну, прайс нас пока не интересует, сколько прайс. Короче, вот этот радиус уменьшить. Плюсом будет также вопрос сразу, ну, можно ему, конечно, потом, там, завтра этот вопрос ответить. Послезавтра, когда мы этим будем заниматься. Ну, не в смысле завтра будет стрим, а завтра имеется в виду, подразумевается, если на следующий стрим и так далее. О том, как у нас будет левела зависеть. То есть мы процентно их шлепаем. Допустим, башню мы улучшили. Не, башню мы улучшили. Не. Улучшенная башня, это, считай, новая башня.
я бы хотел, ну как, понятно, допустим, на второй левел она просто статы приобрела, какие-то просто там улучшились, а потом этот. Или сделать не так. Или сделать наоборот, улучшение башни происходит путем таким. То есть не просто ты один раз кликаешь и башня улучшилась, а у тебя есть, ты вот эти вот атрибуты ее улучшаешь, то есть там скорость, там радиус ее атаки, какой-нибудь урон ей улучшаешь. И вот пока ты не улучшишь вот эти вот 3 параметра условно. Да, я боюсь, что мне тоже все эффекты вручную придется в Ниагаре рисовать. Хотя есть прога, которая отображает параметры эффектов. По ИБ удастся написать плагин для автоматического создания ассетов Ниага. Да ладно, ты просто мага проигнорируй. Магами играют Получается, только... нужен газ. Магами играет только, ну, сам знаешь. Поэтому, как бы, что это самое. Получается, нужен газ. Ну так вот, газ мы используем. Да, на газ, в принципе, не нужен. Это все можно было самому написать. Что я говорил? Так вот эти вот параметры. Старый, ну чё ты? Почти получилось. Молодец. Старый, ну чё ты? Блядь, а? У нас есть параметры. Что такое случилось? И нам нужно, допустим, 3 параметра вкачать на... как его... Магнус, ты любишь, когда тебя унижают, что ли? Да, ОП да. могила. прям уже. Короче, у нас есть вот эти параметры, допустим, дамага. Мы вкачали 3 раза. Он нам процентно добавил какое-то количество, да, от следующего левела добавил. Потом мы уже не можем все больше вкачивать в этот параметр. Мы можем вкачать в радиус. Мы вкачиваем в радиус. Потом остается только один, допустим, это скорость атаки. Мы вкачиваем в скорость атаки 3 параметра. И когда мы последний докачаем, Плохой третий... ты мальчик, Магнус. Шлеп тебе. Молодец. Мы вкачиваем этот параметр, третий, последний. И у нас башня следующего уровня становится, на баце визуально изменяется, и она, типа, мол, можно ее дальше улучшать. В принципе, тот же самый прикол, как и с грейдами нашими были, когда мы в том проекте улучшали именно предмет. То есть он будет подтягивать под того, ну, типа брать со второго грейда вот этого вот улучшения башни, статы. Так как у нас там 3 условно вот этих грейда, может быть 5 потом поменять, он же все равно процентно там в формулу залетает и процентно рассчитывает их. И туда закидываем ее. Ну, то есть, условно, у нас сейчас 10 надо, чтобы было 20, то есть, если на 5 разделить, он по 2 дает. Двоечки раскидал. Надо отойти на минут 20. Да, давай. Да мы, кстати, сейчас заканчивать будем. Мы уже 4 часа сидим. Короче, вот такое вот улучшение. Я не знаю, зачем я это сейчас... Это самое просто вот, типа, вот так вот захотелось подумать об этом. Вот такую штуку. То есть мы нажимаем на башню, у нас открывается вот эти вот список из того, что мы должны клик сделать. То есть там типа speed, там радиус, damage. Еще там может какой-нибудь параметр добавиться. И мы вот должны все улучшить. А не просто, короче, смысл в том, чтобы не просто сделать обычный, типа 20 золотых, клик, башенка, и все, типа, она стала крутой. А в смысле того, что мы ее постепенно улучшаем, мы определяем, что будет первым улучшено. То есть урон ей дан, или скорость атаки ей дана, или радиус ей больше дан. То есть, допустим, какая-то башня, у нее маленький радиус. И было бы хорошо ей сразу же, вот ее ты поставил, и дополнительно ей радиус еще накинуть. Сразу же. Чпых, радиус накинул. Вот. А так бы у тебя просто золота не хватило, потому что тебе надо было бы, ну, чтобы улучшить до второго левела, тебе надо было бы больше золота, чем вот это вот. Короче, так больше менеджмента идет. Вот такую, короче, фигню хочу. В общем, есть у нас вот этот Data Asset. Все, мы создали его. Здорово. Значит, в следующий раз все это надо засунуть в башню, чтобы это все применилось. И все это полетело в газ. В газ полетела. Все это мы сделаем, все это мы настроим, и все будет у нас отлично. Ну, что сделали? Сделали разметку. Ну, сделали разметку, сделали просчет по разметке. Все как бы
ставится, запретили ставить наверх, добавили триггер на то, чтобы клик был, и создавали классы, в принципе. Ну, потрендили еще. Нормально. В принципе, пойдет, да? Давай вот тут. Оп. Оп, оп, оп. Оп, оп. Раз, два, три. Все, есть контакт. Вот какая-то такая история. Такая история. Ну что ж, а на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord и не только, ссылка в описании. И всем пока. Всем пока, я домой.